Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будто в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Мы работаем в прямом эфире, а я сейчас предлагаю подключить к нам нашего журналиста Романа Спиридонова прямо из Ньюзрума, который готов рассказать об основных новостях сегодняшнего дня и что, собственно, сегодня готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, привет, мы слушаем тебя. Приветствую, Гульсум. Сегодня в наших выпусках мы будем говорить о таких темах. 16 марта 2014 года Россия организовала в Крыму незаконный референдум. Его результаты не только не признали в мире, он сам проходил под дулами автоматов зеленых человечков и с массовыми фальсификациями. Журналисты нашего телеканала были тому свидетелями. И вот в 7-ю годовщину незаконного псевдоволеизъявления мы вспомним, как это было. Смотрите в наших выпусках. Объединяем мир на базе Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в Твиттер, в котором заверил, что власть прилагает все усилия для возвращения оккупированного полуострова, а незаконный референдум, который организовала Россия в Крыму, назвал фейковым. Украина пригласила Словению присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга со своим коллегой Анджи Лагаром. Кулеба заявил, что принятая СНБО стратегия деоккупации Крыма будет состоять из 2 политических блоков, внутреннего и внешнего, международного, а Крымская платформа – это ключевой элемент этой стратегии. Прекратить оккупацию Крыма и освободить украинских политзаключенных призвал Россию государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. В 7-ю годовщину так называемого референдума на официальном твиттер-аккаунте посольства США в Киеве появилось его сообщение. В нем он заявил, что США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма Россией. Через 7 лет после бутафорского референдума захват Крыма до сих пор является незаконным. Это слова Энтони Блинкена. На улицах Киева появились плакаты, на которых российские дипломаты, что называется, от первого лица признают Крым украинским. Портреты дипломатов, подписанные фразами «Я сотрудник российского посольства в Украине, разведчик и убежден, Крым – это Украина». Плаката с истинным признаниями об оккупации, о непризнании оккупации размещены у российского посольства, а также у дипломатических представительств других государств, таких как США, Британия, ФРГ, Франция, Беларусь и Казахстан. Коллективный донос на соседей – это теперь реальности оккупированного Крыма. Десяток жителей Заречного Симферопольского района записали видеообращение к оккупационному ФСБ. Жалуются на своих односельчан, которые не хотят, чтобы через их участки проходила скоростная магистраль. При строительстве новой трассы оккупанты планируют снести весь центр села, даже несколько усадеб. Люди возмущаются, потому что не верят в компенсацию от оккупантов и отдавать дома под снос не желают. Они предложили проложить дорогу в обход, поближе к Аянскому водохранилищу, которое расположено рядом, или поближе к воинскому полигону. Но доносчики назвали за это их предателями, которые ведут антироссийскую пропаганду, и даже увидели в их действиях, в желаниях людей жить в комфортных условиях, американский след. Подробнее об этом мы тоже будем говорить в наших выпусках. Вот такой вот анонс выпусков новостей «Заман» в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Не пропустите. Гульсом. Чухсагул Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а мы работаем в прямом эфире, так что вы можете подключаться к нам на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8073 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Присоединяйтесь по скайпу. atr.tv. Это наш адрес. Ну и плюс смотрите нас на YouTube, телеканал АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и в записи. Выкладываем все наши программы. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР, atr.ua. Сегодня ваша подписка
поможет нам продолжить нашу работу, нашу борьбу на нашем информационном фронте. Ну а мы переходим к обсуждению вышеупомянутых новостей. Хотела начать со следующего информационного сообщения. Фигурант второго симферопольского дела Хизбут Тахрир Раим Айвазов сегодня сообщил, что давал ложные показания против других фигурантов дела под угрозами и пытками со стороны сотрудников ФСБ России. Как сообщили в Крымской солидарности, об этом он сказал на заседании суда в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. По словам Айвазова, это произошло в ночь с 16 на 17 апреля 2019 года, когда он хотел пересечь административную границу с временно оккупированным Крымом в Армянске. Давайте послушаем его прямую речь. В ночь с 16 на 17 апреля 2019 года я хотел пересечь границу в городе Армянске, то есть попасть на материковую часть Украины, где был задержан тремя сотрудниками ФСБ. Одним из них это Валиулин Ренат, который на черном автомобиле вывезли меня в поле, где имитировали расстрел, то есть они угрожали убийством, расправой меня, кричали, что никто меня не найдет, то есть, если я не буду давать показания на остальных участников этого уголовного дела. После чего доставили меня в отделение ФСБ, где давили на меня морально, психически, даже было и моментами физическое давление создавали. После чего в присутствии адвоката Глушко Олега Владимировича, человек, который, так сказать, навел очень много страха в тот день, можно сказать, под его руководством я и начал клеветать других участников этого уголовного дела под давлением и страхом. После чего я, естественно, когда я пришел сюда, я изменил показания, то есть сказал так, как это было на самом деле. С нами сейчас на прямой связи адвокат Раима Айвазова Мария Эйсмонт. Пани Мария, ассаляму алейкум, здравствуйте. Сорвался у нас, к сожалению, телефонный звонок с Марией Эйсмонт. Мы попробуем еще раз с ней связаться. А пока я перехожу к следующим новостям. Сегодня президент Украины Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины прилагают все усилия для возвращения контроля над временно оккупированным полуостровом. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Великобритания не признает результаты так называемого крымского референдума, который Россия организовала и провела на полуострове 16 марта 2014 года. Об этом в своем твиттере написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс. Вот ее цитата. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Госсекретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину непризнанного миром референдума в Крыму призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированным полуостровом. Давайте его послушаем. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. А вот российские власти исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. В частности, по словам представителей Кремля, так называемый референдум в Крыму в 2014 году якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время Песков исключил возможность проведения нового референдума.
Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речь о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Марк Фейгин. Давайте его поприветствуем. Марк, здравствуйте. Рад приветствовать, Александр. Марк, ну что ж, уже 7 лет с момента так называемого референдума. С каким багажом сегодня приходит Крым в 2021 год? Ну, здесь можно разделить на несколько, так сказать, разделов. Первый юридический. То есть эта территория, она находится в целом в изоляции, под санкциями. То есть она де-факто находится вне зоны международно-правовой. Потому что, естественно, она непризнанная территория. С ней заморожены любые отношения субъектов международного права. То есть туда, на эту непризнанную территорию, не могут посещать ее ни представители дипломатических, ни журналисты, ни бизнесмены, никто. То, что происходит периодически в нарушении этого, является нарушением международного законодательства, международного права. Это очень важный момент. Что касается экономическо-социальной ситуации, ну, для людей, которые там жили, вот конкретно тех, кто были бывшими гражданами Украины или сохраняют гражданство Украины, ситуация точно ухудшилась. Ну, для этого не надо иметь, так сказать, какой-то специальной информации. Это известно из общественно-политических и информационных источников вещи. То есть для них жизнь стала дороже, они стали жить хуже. Что они выиграли с точки зрения присоединения к России, ну, это вопрос можно обратить к ним самим. С точки зрения геополитической, что выиграла Москва? На мой взгляд, мало чего, потому что, как и раньше я говорил, мне кажется, это была операция, она была частично и готовилась заранее, к ней, точнее, были готовы заранее, но это все было сделано ради внутренних решений, внутренних вопросов. Путин, находившийся к тому моменту 14 лет у власти, ему нужно было оправдать следующие 7 лет, вот что он сейчас находится, тем, что он приращивает территории России, которые были утрачены в результате распада СССР в 1991 году. То есть он эту задачу, в общем, отчасти выполнил. Ну а вот действительно, вот это крымнашиство внутри России, оно уже выветрилось или нет? Вы знаете, скажем так, это потеряло актуальность. Конечно, те, кто были убеждены, что Крым присоединили правильно, и неважно, что нарушали законы, что вводили войска туда, для них это роли не играет. Но, скажем так, энтузиазм поубавилось в целом, потому что стали хуже жить. Потому что стало понятно, вот, например, пенсионный фонд заявляет, что накопительную часть пенсии даже не рассчитывать на нее, она потрачена на Крым. Ну, не только на Крым, но на Крым в значительной степени. Так когда россиянину говорят, даже если он поддерживает там ватный или какой-то россиянин, что это за его счет все делается, то сразу у него энтузиазм поубавляется, потому что он готов на все, что угодно, только не за свой счет. Не умирать на войне, не тратить свои деньги. Поэтому, конечно, в этом смысле люди потеряли к этому такой интерес, чтобы, так сказать, жить имперской этой идеей, уж точно. Вот, кстати, действительно интересный момент. Мы же понимаем, что Крым для России – это дотационный регион. Да. Вот насколько Крым утяжелил бюджет Российской Федерации, и действительно ощущается ли это в регионах России каким-то образом? Ну, о накопительной части пенсии, при том, что у нас пенсионная вообще ситуация аховая, у нас же прибавили пенсионный возраст в России, там 5 лет и мужчинам, и женщинам. Вот. Ситуация, ну, в общем, тяжелая в целом, но я хочу сказать, что вы не забывайте, что там он всегда теперь будет дотационным, потому что его превратили из туристического, он сейчас таким не является в полном смысле, в военный регион. То есть там сейчас огромные затраты идут по линии Министерства обороны, специальных ведомств типа ФСБ и так далее. А это всегда затратные вещи. Ну а потом сам строительство моста. Мост-то ведь не может окупиться в принципе, понимаете? Он существует как символ, и он существует как дорога, обеспечивающая альтернативный путепровод. Ну вот такой специальный по мосту. То есть мост как бы экономически абсолютно не повлиял на существование Крыма? Ну, по сути, они скоро по этому мосту воду будут возить в Крым. Понимаете? Ну что, ну как, ну где? То есть они будут опреснять, пытаться и так далее, но этот мост, он экономически не оправдан, потому что нечего возить. А какие товары производят в Крыму? Никаких. То есть это можно вести только в один конец, обеспечивая продуктами, продовольствием, ну, соответственно, там, другими товарами
живущих там, ну, около 3 миллионов. Там. Это очень условная цифра, потому что она постоянно мигрирует. То есть мост выполняет исключительно функцию связи, но никак не экономическую. Я не вижу в этом никакого значимого экономического эффекта. А сколько забрали ресурсов у России санкций, которые руководство России бравурно не замечает, ну или просто делает вид, что не замечает и говорит о том, что эти санкции никоим образом не влияют на экономику РФ? Нет, они точно забрали десятки миллиардов долларов. Это подсчитано. Ну, называют официальную цифру 50 миллиардов. Это называют сами ведомства российские о том, что вроде бы как 50 миллиардов. Действительно замедлился темпы роста экономики. Но в реальности это гораздо больше. Потому что это сказалось на инвестиционных разного рода программах, которые, ну, в общем, до 2014 года более или менее имелись у крупных ТНК и так далее. В отношении России сейчас, конечно же, все интересы, они претерпели существеннейшие изменения. Она и прежде-то, в общем, не могла похвалиться огромными инвестициями со стороны, ну, прежде всего, США, там, ряда западных стран. То есть динамика роста этих инвестиций была куда ниже, чем, например, страны Восточной Европы. А сейчас еще и проблемы санкционные, они создали ситуацию, при которой никто не хочет инвестировать в Россию. Но в Крым-то точно никто не инвестирует. А кто? Так что я думаю, что, конечно, речь идет о десятках миллиардов, но Россия, Кремль, Москва готовы это терпеть. Они как думают, что они как долго хватит этих ресурсов у России? Понимаете как, пока будет восполняемый ресурс в виде углеводородов, нефть, газ, они будут это делать. И пока точно у власти находится Путин. То есть для него это, ну, как бы личный вопрос, в том числе его личной власти. Он всегда будет обосновывать тем, что да, я много чего сделал хорошего, плохого, но я вернул Крым. Поэтому это символическая такая история, и на это денег не пожалеет. Ну, учитывая резервы России, 550 миллиардов почти, ФНБ, и ЦБ и так далее, ну и, повторяю, восполняемость их за счет торговли газом и нефтью, а сейчас цена на углеводороды снова растет, я думаю, что пока рано говорить о готовности Москвы хоть что-то делать в этом направлении. Уж точно не участвовать в переговорах, которые навязывает Киев Москве по поводу статуса Крыма. Но если говорить о тех санкциях, которые сегодня есть в отношении России, к сожалению, они не настолько эффективны, сколько бы нам хотелось. Возможно, они эффективны в долгосрочной перспективе, но вот как быстрым образом проблему они не решают. Как вы думаете, Запад, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз готовы ввести более радикальные санкции в отношении России? Ну, если мы говорим конкретно о санкциях в виде эмбарго на углеводороды, на нефть, прежде всего, да, ну там газовые санкции, они более специфические. Если мы говорим о запрете пользования SWIFT, это международная платежная система, если мы говорим о санкциях о госдолге, то вот в такой иерархии, скажем, самые серьезные, самые тяжелые санкции, это были бы эмбарго на нефтепродукты, на нефть. Пока Запад точно к ним не готов обратиться. Другое дело, что в принципе может он это сделать или нет, но он это делал в отношении Ирана. Что он не может это сделать в отношении Москвы. Но будет ли ценой этих санкций именно вопрос Крыма? Это не факт. Но, например, угроза европейской безопасности может стать такой причиной. Я хочу сказать, что захват Крыма, он в принципе в 2014 году создал эти угрозы. Он их, точнее, возобновил с советского периода, угрозы европейской безопасности. Но почему тогда в 2014 году мировое сообщество не реагировало более радикально на эту угрозу, учитывая, что уже был тревожный звоночек в 2008 году с Грузией? Да, с Грузией. Я вам напомню события в 2014 году, когда Обама был президентом США и был во многом инициатором ряда введений санкций, он эту линию, очень умеренную в отношении Москвы, поскольку это началось, напомню, 16 марта с проведения референдума, ну и до него, когда этих зеленых человечков, этих вежливых так называемых людей туда отправили, еще не было событий на Донбассе. Если бы они знали, что события в Крыму не закончатся только аннексией Крыма, а еще будет и Донбасс, я думаю, что санкции велись бы более серьезные. Мне так кажется. А вот то, что эти разведены были хронологические события, потому что в Донбассе началось где-то в апреле, вот скажем так, да, в апреле уже что-то началось и развивались события позже. А поэтому санкционные решения были приняты уже тогда же, в марте, и в принципе они не включали в себя самые серьезные санкции. Да и администрация США не была готова. Ну а как же спецслужбы
Разве не было возможности просчитать? Я не могу отвечать за спецслужбы, но думаю, что все-таки к событиям в Славянске, если вы помните, как они развивались, ситуация, мне кажется, никто не был готов. Все считали, что Москва удовлетворится исключительно Крымом. Это такой кусок. И вроде как давайте уже не будем спорить, ну вот Крым и ладно. И бог бы с ним. Вот я вот такие настроения помню очень хорошо и в марте, и в апреле 2014 года. А то, что произошло в дальнейшем, это было совершенно неожиданно, мне кажется, для очень многих, и для спецслужб тоже. А как вы думаете, был ли шанс у Украины каким-то образом удержать Крым? Вы знаете, ну шанс всегда был, есть, потому что если бы начали бы боевые действия в Крыму, то они бы не начались в Донбассе, они бы начались именно в Крыму. И сейчас линия противостояния была бы, ну, где-то вот в районе Перешейка, Чонгара, вот здесь, понимаете? А не в районе Золотого и так далее. То есть надо было начинать воевать раньше. Говорят, что нечем было воевать, что украинская армия в тот момент представляла из себя там совсем не то, что, чем она является сегодня. Но чем раньше бы начали, тем больше были бы перспективы, и сейчас бы где-то бои шли где-нибудь, зона противостояния была бы, ну, на территории Крыма, скажем так. Сегодня, спустя 7 лет, наконец-то украинские власти приняли стратегию по деоккупации и реинтеграции полуострова, куда входит, в частности, Крымская платформа. Саммит, который должен пройти уже в августе этого года, 23 числа. Как вы смотрите на Крымскую платформу? Рассчитываете ли вы на ее эффективность? И можно ли действительно в рамках этой платформы добиться каких-то конкретных результатов? Ну, вы понимаете, до этого ведь вообще ничего не было. Крымская платформа – это хоть что-то, что хоть как-то эту тему начинает артикулировать в международном правовом пространстве, в политическом, там, в геополитическом измерении имеет какое-то значение. Это хоть что-то, потому что не было вообще ничего. Поэтому с этой точки зрения это хорошо. Теперь, что касается продолжения этого. Чем больше вовлечется в работу этой Крымской платформы, инициативы Киева, да, стран-участниц, и не только государств, правительств, которые могли бы создать площадку для начала какого-то переговорного процесса, пусть даже пока без России. Чтобы это была Турция, чтобы это были США, чтобы это была Европа, ну, Европейский Союз. Это уже было бы хорошо, если удастся это сделать. Что касается России, вы знаете, я слышал, что это обсуждалось вроде бы. Опять же, у меня нет точной информации. Но вот привлекать к работе этой крымской платформы представителей русского гражданского общества, там, из эмиграции или из России, мне кажется, тоже было бы неплохой идеей. Пока я ничего подобного не знаю. Значит, никого вроде бы такого, кто бы мог бы участвовать в таком бы мероприятии, я не слышу, чтобы приглашали. Тем более русская оппозиция находится под таким тяжелым давлением, а ведь она во многом поддерживает статус Крыма как частью украинской территории. Поэтому мне кажется, вот если это будет постоянно действующая инициатива, то нужно это продумать. Но в основном, конечно, она должна привести к тому, что возник такой же формат, как Минский или Женевский. По поводу Донбасса должен возникнуть какой-то крымский формат. Мне кажется, что здесь нужно, чтобы Турция сыграла какую-то свою важную роль. Мне так кажется. Вчера вы наверняка видели заявление Марии Захаровой, которая сказала, цитирую, «Все усилия Киева в этом направлении нелегитимны и не могут восприниматься иначе, как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации». Вот стоит ли серьезно воспринимать такие заявления? Ну да, два субъекта, она имела Севастополь и Крым, естественно. Да? Ну, бог с ним. Я думаю, что она говорит то, что должна говорить, и не более того. А я вот хочу сказать, я помню еще на моей памяти, я уже живу достаточно давно, мне 49 лет, как говорили о том, что никому не будет дано развалить Советский Союз. А я помню, в 91 году все произошло иначе. Поэтому ну, пусть заявляет, потому что это официальная позиция Кремля. Тут мало чего нового. Вот. Значит ли это, что все должны перестать и артикулировать этот вопрос? Но мне так не кажется. Захарова не является источником того, чтобы другие страны или сам Киев меняли свое поведение политическое. И вот еще по Крымской платформе, что хотела спросить.
Я уверена, что 23 числа действительно мы услышим очень много важных и нужных заявлений из уст западных лидеров, которые поддержат Украину, поддержат территориальную целостность Украины, выразят снова обеспокоенность из-за нарушения наших границ, из-за оккупированных территорий и так далее. Но, в принципе, это мы и так слышим на протяжении 6 лет на различных международных платформах ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и так далее. Чем тогда это будет отличаться? Чем? Вот то, что там можно будет этим лидерам сказать, ну хорошо, раз вы нас поддерживаете, так введите санкции в виде SWIFT, отключите эмбарго нефтяное, сделайте так, чтобы из акватории этих вод вокруг Крыма грузы не выходили, сделайте так, чтобы туда грузы не поступали, сделайте так, чтобы это было общим решением, полной изоляции этого региона и наказания Москвы. Это хорошее место, где можно об этом, этот упрек в адрес западных государств адресовать. Не так, как мы с вами вот здесь на телевидении об этом говорим, а напрямую сказать, ну вводите эти санкции, уже вводите. Мы посмотрим, как Москва будет реагировать и что будет говорить Захаров по этому поводу. А Москву сейчас реально вернуть в международное правовое поле? Нет, это нереально. Это невозможно. Но это не значит, что Москва может выдержать вечно это давление. Она и так, в общем, конечно, напрягается сильно по поводу новой администрации. Вы видели, как они противодействовали приходу Байдена в Вашингтоне в Белый дом, ну, в овальный кабинет, что называется. Конечно, они по этому поводу имеют некую рефлексию, пытаясь предотвратить, предвосхитить санкции, которые бы могли сильно ударить по ним лично. Вот мне кажется, это самое безобидное, что могла бы сделать международная, так сказать, органы, власть, правительство Америки, Европы, это принять индивидуальные санкции достаточно широко. Вот я что-то не видел, чтобы в отношении Захаровой приняты были такие санкции. Ну, я говорю, что это самая мелкая сошка, но это-то точно будет по масштабу меньше, чем эмбарго на нефть. Но почему-то этого не происходит. Ну, по сути, Россия открыла ящик Пандоры, оккупировав Крым, Донбасс, нарушая все международные договоренности, все декларации, решения судов, Организации Объединенных Наций, Гаагских судов, резолюций, деклараций, документов, меморандумов и так далее. Что тогда остается у мира? Правильно. То есть они же не просто нарушили, они и говорят, что мы нарушили, и что вы можете сделать. Ну так на вопрос надо отвечать, что можете сделать. Есть ли в арсенале Запада инструменты для того, чтобы и наказать, и заставить? Инструменты есть. Не факт, что они приведут к искомому результату. Но если вы их не используете, если вы не применяете, то точно результата не будет. Ведь речь даже не идет о начале войны с Россией. Никто об этом не говорит. О военной составляющей вообще нет и речи. Ни со стороны Киева, ни со стороны Запада. Речь всего лишь навсего идет в односторонних санкционных мерах, которые являются и альтернативой войне, но и фактически инструментом универсальной юстиции. Если невозможно никак наказать Москву решением каких-то международных инстанций, судов, о которых вы говорите, невыполнением резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, так это же можно сделать в санкционном порядке. Почему бы не попробовать? А кому от этого хуже будет? Ну да, международные отношения, они терпят и не такое. И Запад заинтересован в отношениях с Москвой, мы это видим. Даже администрация Байдена, которая, в общем, достаточно радикально выступает, но все-таки, скажем, до шагов, до непосредственных действий там, мне кажется, пока далеко. Потому что те санкции, которые были введены за Навального, они явно являются софт-санкциями. Ну да, там против 4 Европейский Союз и против 7 США ввели санкции. В принципе, да, эти люди и так не выезжали никуда. Ну как бы, да. А что там, кстати, с Навальным, Марк? Он в колонии в Покрове, это Владимирская область, 100 с небольшим километром от Москвы, абсолютный концлагерь, как он сам сказал. Это точно абсолютный концлагерь. А протесты, акции, люди, что-то в последнее время никакого вот информационного шума вокруг этой истории нет. А это искусственно. Москва и Лубянка, они сознательно подавляют этот шум. Они не дают подконтрольных, называющих себя независимыми СМИ, там типа «Эхо Москвы» и тому подобных, они не разрешают, чтобы эта информация распространялась широко. Поэтому она, поскольку вся контролируема,
Об этом и мало говорят. Только в социальных сетях, на ресурсах, которые Кремль не контролирует. Но он пытается их закрыть, эти ресурсы. Ведь по теме крымской даже еще хуже ситуация. Вот о крымских татарах, о политзаключенных много говорят вообще последние годы? Вот после моего дела, когда я вел Ильми Умерова, я что-то не очень помню, чтобы масштабные были какие-то вот информационные какие-то подачи по поводу сидящих сейчас. А их сотни уже крымских татар, привлеченных к уголовной ответственности. Это говорит еще и о том, что Москва добилась того, что фактически больше нету крупных адвокатов, нету информационных поводов, которые бы освещались, и нету больше рефлексии у Москвы как-то реагировать на требования, обращенные по поводу освобождения этих крымских татар. Вот в частности, самым крупным было, вот, по-моему, по Ильме Умерову. Я бы вот так это расценил. Больше я вот не помню каких-то шумных каких-то кампаний. Ну, может, я не настолько следил, но в России вообще ничего не происходит. Спасибо вам большое. Чухсава у нас. Марк Фейгин был с нами на прямой связи, кандидат юридических наук, российский общественный деятель. А тем временем стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков. Это внутренняя политика, вторая – внешняя. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, данный документ является первым после оккупации Крыма в 2014 году, который будет комплексно сводить все шаги и подходы для деоккупации полуострова. Вот его цитата. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Служба безопасности Украины напомнила о том, что 7 лет назад, 16 марта 2014 году, в Крыму состоялся непризнанный Украиной и мировым сообществом так называемый референдум. В ведомстве указали на то, что голосование в 2014 году на полуострове проходило под дулами автоматов. Кримський референдум під дулами автоматів став волевиявленням російських окупантів, але не українського народу. 16 березня 2014-го весь світ був свідком злочину, за який Росії обов'язково доведеться відповідати, тому що Крим – це Україна. А к нам присоединился Игорь Рейтерович, политолог, доцент кафедры аналитики и прогнозування Державної академії управління. Пане Ігорю, вітаю вас, селям алейкум. Добрый день. Пане Игорю, что не так сделало, как вы думаете, в 2014 году мировое сообщество? Был ли шанс у Украины и у международного сообщества остановить агрессию России? Ну, я думаю, что отдельно у Украины, конечно, шанса такого не было, несмотря на всякие, там, знаете, рассказы, которые очень сейчас любят рассказывать, извините за тавтологию, различные политики. Объективно так складывалась ситуация, что остановить эту агрессию и аннексию было практически невозможно, поскольку Россия к ней готовилась годами, она воспользовалась той ситуацией, которая была в Украине, и тем, что у нас, по сути, там отсутствовала армия, и аннексировала автономную республику Крым. Но, безусловно, международное сообщество могло действовать совсем по-другому, и мне кажется, что если бы было бы четкое заявление всех ключевых стран мира по поводу того, чем это закончится для Российской Федерации, возможно, ситуация развивалась бы по-другому. Но поскольку таких заявлений не было, и мы даже знаем потом историю с санкциями, которые вводились очень долго, вводились явно недостаточно, да, и до сегодняшнего дня Россия, в принципе, как-то смогла там с этими санкциями сжиться, смириться в определенной мере. Поэтому шанс на остановку этой аннексии, оккупации, он был потерян, по сути, тогда, когда она началась. Если бы была бы тогда реакция и Организации Объединенных Наций, и других стран НАТО в том числе, возможно, все это было бы по-другому. Но этой реакции не было. В ООН понятно, почему? Потому что страна-агрессор, член Совета Безопасности, да, с правом вето, и понятно, что не все инициативы могли там остановить. Почему была такой недостаточной реакции других стран? Знаете, мне кажется, что это тема, которую мы еще годами будем обсуждать, почему международное сообщество оказалось не готово к тому, что произошло в 2014 году. Прошло уже 7 лет с момента оккупации Крыма. Дети, которые родились в 2014 году, уже пошли в первый класс. Мы, к сожалению, теряем время. И сейчас
по вашим наблюдениям, что сделала Украина за последние 7 лет, чтобы вернуть себе Крым? Можно ли вот сказать 1, 2, 3, вот эти шаги? Есть ли такое? Ну, смотрите, у нас большинство шагов свелось, с одной стороны, к продолжению вот этих санкций и к мобилизации, объединению международного сообщества против Российской Федерации. Но, как я уже сказал, в принципе, здесь недостаточно действий со стороны именно международного сообщества в этом плане. То, что мы поддерживаем этот режим санкций и обновляем его достаточно регулярно, это, безусловно, неплохо, но этого явно недостаточно. Второй момент. Украина старалась, максимально, насколько это получалось, хотя тут тоже есть вопросы объективные и к предыдущей власти, и тем более к нынешней власти, поддерживать людей, которые выехали с оккупированной территории, поскольку они не могли там просто оставаться, они были там арестованы, или вы вообще пропали, что принято, в принципе, в Российской Федерации. То есть Украина как бы старалась, в лице государства какую-то посильную помощь этим людям оказать, хотя мне кажется, что это тоже можно было делать все по-другому и в гораздо большем масштабе. Ну и третий момент — это различные как бы программы, которые у нас разрабатываются и принимаются касательно деоккупации, там, реинтеграции территорий, в данном случае Автономной Республики Крым. Но опять-таки, понимаете, дальше разговоров пока речь не пошла. И вот даже в том проекте, который там представлен был недавно, вот эта Крымская платформа, да, и стратегия там деоккупации территории, возвращения Автономной Республики Крым, мне кажется, что в контексте определения статуса этой автономии, можно было все сделать совсем по-другому. Почему? Потому что это бы в том числе влияло и на поддержку Украины со стороны некоторых наших международных партнеров. Например, там Турции. Да, это важный очень момент. Почему там вопрос именно крымско-татарской автономии не был поднят так, как обещалось. Правда, вот проблема в том, что обещалось это по большому счету при предыдущей власти. Да? Нынешняя власть как-то решила обойти этот вопрос, но на самом деле этот вопрос принципиальный, потому что права коренного народа, они должны в первую очередь быть защищены. И это был бы тот аргумент, который Украина, кстати, могла бы использовать и в международных судах, и на уровне Организации Объединенных Наций, поскольку там есть отдельная строка, если можно так сказать, там на самом деле целый комплекс международных правовых документов, которые обеспечивают и защищают права коренных народов. Почему этого не было сделано? Мне пока сложно сказать. Я все-таки надеюсь, что когда платформа заработает, вот эти все пожелания, они будут учтены, и определенные изменения в эту стратегию будут внесены. Скажите, а вот на протяжении 7 лет оккупации Крыма насколько Украина и международное сообщество сумело утяжелить экономически Крым для Кремля? Насколько оно сумело сделать его экономически невыносимым для Москвы? Безусловно, для Российской Федерации содержать Крым — это дорого. То есть там разные суммы называются, но на самом деле они исчисляются миллиардами долларов. И, в принципе, та информация, которая до нас доходит с России, она свидетельствует о том, что большое количество и граждан Российской Федерации, они как бы крайне недовольны этой ситуацией, которая сложилась. Почему? Потому что Крым, он дотационный, то есть он не зарабатывает сам, и, в принципе, Украина и ранее больше денег тратила на содержание Крыма, чем получала, скажем, да. Но это было нормально в масштабах одного государства, никто как бы этим не кичился. У нас были регионы, которые зарабатывали больше, были регионы, которые зарабатывали меньше. В России по состоянию на сегодня это, знаете, можно сказать, конечно, такая дорогая игрушка, хотя игрушка не очень хорошее слово, но это такая дорогая статусность. То есть они вынуждены на него тратить деньги, и они будут тратить еще больше, поскольку там есть проблемы и с водой, мы прекрасно знаем эту историю, да. Мы знаем и историю там с экономикой, которая по большому счету там развалена и сведена исключительно там к курортному сезону, а курортный сезон достаточно ограничен, поскольку с одной стороны дорого, да, с другой стороны те же санкции, много кто не едет туда отдыхать, украинцы 100%, разумеется, плюс, скажем так, условия, которые там вот именно возникли после оккупации, мне кажется, они ударили именно по вот этой рекреационной сфере, да. Ранее она была более-менее развита, а сейчас ее просто раздали олигархам, российским олигархам. Они понастраивали там каких-то особняков. И, в принципе, те люди, которые, возможно, где-то там, знаете, приветствовали сначала эту оккупацию, они на самом деле уже очень серьезно пересмотрели свою позицию, но просто они боятся про это говорить, поскольку понимают, что в России это чревато и сразу наказуемо. Вы упомянули историю с водой. Недавно наверняка вы видели это сообщение, что оккупационные власти Крыма анонсировали иск
к Украине на 10-20 триллионов рублей, то есть это 137-274 миллиарда долларов по нынешнему курсу. Об этом сообщил вчера, значит, оккупационный заместитель председателя так называемого парламента Крыма Ефим Фикс. Я предлагаю вместе послушать его цитату. На следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб. Это где-то, на наш взгляд, между 10 и 20 триллионами рублей. Должны выйти на эту цифру. Также сегодня пророссийская Крымская региональная общественная организация Центр политического просвещения, который возглавляет оккупационный политолог Иван Мизюха, сообщили о том, что они отправили письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором организация изложила свое видение ситуации на полуострове после его российской оккупации. Ну, относительно вот этого иска, куда они будут его подавать, каковы перспективы и в чем смысл вот этого обращения к ООН? Ну, смотрите, я могу сразу посоветовать. Когда-то классики Ильф и Петров в своем романе, там Остап Бендер говорил, что можете обратиться в Лигу сексуальных реформ. Вот, в принципе, туда они могут обратиться, потому что ни один суд международный, он этот иск даже, ну, скорее всего, не примет к рассмотрению. По одной простой причине. Есть Женевская конвенция, в этой конвенции четко написано, что там есть определенная статья, да, которая указывает на то, что полную ответственность за социально-экономическую, там, политическую, не знаю, там, гуманитарную и в том числе природную ситуацию на оккупированных территориях несет страна, которая эти территории оккупировала. Поэтому Россия может подавать в суд исключительно только на саму себя. Да? То есть, ну, грубо говоря, вот представители оккупационной администрации Крыма могут подать в суд на правительство Российской Федерации, которое их оккупировало, и, соответственно, у них из-за этого возникли проблемы. Для чего они это делают? Это, знаете, попытка, жалкая на самом деле попытка надавить на какую-то жалость, привязать сюда вот какие-то гуманитарные моменты, что люди страдают, там, без воды, засуха, да, вот обратите внимание. А тут проклятая Украина нам как бы этой воды не дает. Ну, мы, во-первых, не обязаны этого делать. И я вот, знаете, напомню, что в принципе там до середины 50-х годов, даже до конца 50-х годов никаких поставок воды на полуостров с Украины не было. То есть это потом уже Украинская Советская Социалистическая Республика построила своими силами вот эти все каналы. В 51-м начали строить. Да, вы правы. Да, начали строить, да, к концу года, к концу десятилетия это все было закончено, потом как бы и Крым, соответственно, расцвел, да, почему? Потому что, ну, объективно, географически, исторически он как бы связан с Украиной гораздо больше, чем, например, с Российской Федерацией. Поэтому в данном контексте это просто, знаете, попытка перевести внимание и бросить какую-то, ну, извините за такое сравнение, информационную кость жителям оккупированных территорий, чтобы им показать, что это не мы очень плохие руководители, там, экономисты, там и так далее. Это все во всем виновата Украина. Но знаете, что-то мне подсказывает, что жители даже оккупированных территорий, ну, они как бы 2 + 2 могут сложить и сделать очень простой вывод, почему на самом деле так происходит. Меньше надо просто воровать, знаете, там, перекрывать там, не знаю, там, каналы, в том числе там каких-то внутренних там корпоративных интересах, грабить там землю, и тогда, может быть, бы этих проблем не было. Ну и понятно, что первопричина всего этого, не надо было просто оккупировать территорию, чтобы потом Украина перекрывала воду, что абсолютно логично с точки зрения страны, у которой часть земли украли. Пане Ігорю, я предлагаю к нашій бесіді підключити ще Олександра Кондратенко, військово-політичного експерта. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Вітаю вас, салям алейкум. Да, здравствуйте. Пане Олександре, вот мы обсуждаем сейчас критическую ситуацию с водой на территории полуострова. Многие политические эксперты говорят о возможности военного вторжения России на южную часть материковой Украины для открытия доступа к Северокрымскому каналу. Как вы думаете, насколько это реально? Ну, во-первых, я не являюсь военно-политическим экспертом, я политтехнолог. Но касательно вашего вопроса относительно военного вторжения, то на данном этапе это не более чем просто разговоры и информационные вбросы. И правильно, вот, сказать, Игорь сказал ранее о том, что по поводу воды, вот именно Российская Федерация как оккупант должна поставлять воду в Крым. И это четко определено и регламентировано международным гуманитарным правом.
тот набор как бы норм и конвенций, определяющих так называемые законы и обычаи войны, и ограничения, налагаемые на государство-оккупанта, оно как бы и определяет то, что Российская Федерация по нашему законодательству и по международному законодательству это признана страна-оккупант. Поэтому все какие-то сознательные грубые нарушения на территории Крыма, они являются международными преступлениями. И наказание за такие преступления, этим занимается Международный суд в Гааге. Поэтому ребята, которые это затеяли, в результате могут именно там и оказаться. А что касается военной, вот такой силовой какой-то операции, я этот вопрос, в принципе, даже не рассматриваю, потому что это повлечет за собой сотни тысяч смертей и может привести к более серьезному военному конфликту, а не вот так вот, как у нас, между Российской Федерацией и Украиной. И в этом случае могут быть вовлечены гораздо больше стран в такой конфликт. Поэтому... Ну вот мы начинали наш эфир с обсуждения так называемого референдума. В этот день, 16 марта 2014 году, в Крыму прошел незаконный референдум. Как вы думаете, была ли возможность у Украины в 2014 году военным путем противостоять агрессии России и защитить Крым? Ну, на тот момент, мне кажется, что если бы исключительно военным путем... военные какие-то действия можно было бы ввязаться, но если бы, скажем, это произошло и Российская Федерация подняла бы авиацию, серьезную авиацию, то, скорее всего, из Крыма нас бы выбили точно так же, как частично выбили нас с юго-востока страны. И благодаря нашим добровольцам, нашим волонтерам и действиям той власти, которая была за Петра Алексеевича Порошенко, эту волну удалось остановить. И проект «Новороссия» был остановлен, скажем, в тех границах, в которых сейчас есть. Другой вопрос, почему говорят, что Крым сдали. Некоторые эксперты говорят, что сдавали непосредственно Крым. И этот тезис имеет место быть, но надо более глубоко смотреть, во-первых, те документы, которые принимались, и те решения именно военным руководством страны, и непосредственно теми, кто принимал решения на тот момент. Сейчас же, по прошествии 7 лет, мне кажется, надо отталкиваться от того, что мы имеем сейчас. И вот эта вот инициатива с Крымской платформой, я обеими руками за нее, она должна была и ранее появиться. И как бы с другой стороны, там тоже очень много вопросов у меня возникает лично. Начиная от того, что заявил господин Зеленский, мы туда будем звать партнеров, разные страны, европейские партнеры, скажем, Турция, Великобритания, то, о чем он заявлял. Но конкретики как таковой пока до сих пор нету. И у меня еще один такой главный вопрос, будет ли там Российская Федерация в этой крымской платформе, будем ли мы там с россиянами, скажем так, разговаривать. Еще один вопрос, который возникает. Мы все говорим о стратегических каких-то ориентирах. Стратегию мы определили. У меня вопрос, когда будут тактические решения. Потому что если нам не показывают вот это дробление по стратегического процесса на этапы, и человек, даже вот обычный, скажем так, гражданин Украины, мы же все проживаем в этой стране, у нас 40 миллионов населения. Почему обычные люди не имеют доступа условно к не то чтобы документации, а хотя бы поэтапному, как мы это будем реализовывать? Вот из всего того, что было озвучено, мне понравилось, что было запланировано создание постоянного действующего, скажем так, канала информационного, который будет вещать на Крым. Это вот уже именно к тактике. Тоже возникает вопрос, какой именно канал, когда будет вещать, по какой сетке. Ну, то есть вот эти истории. Пока действительно документ... Потом, смотрите, еще такой момент. Мы все очень серьезно последние 7 лет, я вам скажу даже так, когда я более детально там интересовался вопросом крымской оккупации, в большинстве своем абсолютно все эксперты, и военные эксперты, и политические, и экономические, чаще всего эту историю подают с точки зрения критики. Потому что, понятное дело, критиковать и предыдущую власть, и нынешнюю власть за их халатность. И, в целом, те, которые ребята сейчас пришли, я вообще не разделяю их политику, политика дилетантов, скажем так. Но никто не говорит о конкретных шагах, что необходимо сделать. И вот, скажем, за последний год единственное, что мне не то чтобы приглянулось, а идею, такую позицию я, во-первых, разделяю, во-вторых, она мне очень даже интересна. Это то, что озвучил
политолог Александр Антонюк, еще год назад, если я не ошибаюсь. Так вот, он сказал следующее. После того, как Зеленский подписал коммюнике парижское, если уже говорить о той же формуле Штайнмайера, если мы возвращаемся к юго-востоку страны, то почему бы нам, так как у нас в Конституции прописано, что Крым является автономной республикой в составе Украины, не дать такой же юридический статус оккупированным территориям? Сорвался, к сожалению, у нас видеозвонок с Александром. Попробуем еще раз его... Ага, появился, как мне подсказывают. Да, мы слушаем вас, можете продолжать. Смотрите, почему бы нам вот оккупированному, аннексированному Крыму не дать тот же юридический статус, который написан в формуле Штайнмайера? У нас получается так, что если мы применим эту формулу исключительно к юго-востоку страны, то, чего добивается Российская Федерация, то мы с унитарного государства сразу же превратимся в федеративную республику. То, чего хочет Кремль, чего допустить нам нельзя. Но если мы и наши европейские партнеры нам фактически выкручивают руки, что мы должны идти по этой формуле, то мы, благодаря вот нашей вот этой реформе административно-территориальной, можем дать Крыму и юго-востоку страны один юридический статус. Автономной республике Крым присоединить Луганск и Донецк. Тогда, в случае, если мы возвращаем территорию Луганска и Донецка, то мы автоматически по международному праву должны были бы возвращать и Крым. Ну, как бы идея и месседж мне очень нравится, и я бы думаю, стоит его немножко детально раскручивать. Потому что более какой-то конкретики, вот я скажу, за последние 7 лет я не слышал. Мы только говорим о том, что все плохо и движений каких-то нет. Благодаря, возможно, вот этой платформе, я не буду забегать наперед, я очень надеюсь на том, что будут действительно какие-то подвижки. Но если, например, отталкиваться от тех же турков, которых туда позвали, так вы посмотрите на международной арене, какие отношения у турков с Российской Федерацией, с их газом и нефтью. Поэтому турки могут быть здесь как и партнеры, точно так же могут преследовать сугубо свои какие-то геополитические интересы. Впрочем, как и Европейский Союз и европейские страны. Вы несколько раз упоминали Донбасс. Я бы хотела обсудить с вами подробнее втроем эту тему, учитывая, что недавно советник главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что план Франции и Германии по урегулированию ситуации на Донбассе на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов. Вот его цитата. Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Пане Игорю, действительно, что это за план? Мы его вообще видели, что он из себя представляет? Ну вот это же самый главный вопрос всех вот этих планов, которые в последнее время подписываются. С одной стороны, нам демонстрируют, что некая работа проводится, да, и там господин Арестович время от времени информирует в Фейсбуке. Правда, у него есть определенные проблемы с коммуникацией, он не сильно умеет с людьми общаться, там иногда хамит, грубит им в этом плане, но это уже такое, знаете. А вот касательно какого-то внутриполитического обсуждения этого плана, ну с этим все очень печально. И мне кажется, что это очень плохо. Почему? Потому что когда этот план появится и будет представлен, но явно же к нему будут какие-то замечания со стороны общественных организаций, со стороны, ну не знаю, оппозиционных политических сил, которые просто скажут, что мы про него узнали постфактум, там учитаны там или не учитаны интересы Украины, это вопрос как бы вторичный, да, ну в данном плане вторичный, да, он на самом деле главный, но в плане обсуждения он отходит на второй план. Поэтому, знаете, мне кажется, с вот этой таинственностью надо немножко заканчивать и в принципе сначала обсуждать
этот план с гражданами Украины в том или ином формате. Ну, например, у нас представителями граждан являются народные депутаты. Да? Они жалуются постоянно, в том числе и представители монобольшинства, что представители этой трехсторонней контактной группы просто игнорируют все их приглашения на заседания профильных комитетов, чтобы они просто рассказали, что там происходит, к чему это все идет и так далее. Вот с этим надо заканчивать, надо этот план представить, а мы сейчас просто догадками занимаемся, или, что хуже, намного хуже, узнаем какие-то детали переговоров с анонимных телеграм-каналов, еще и российских, да, которые быстро сливают информацию, рассказывают, что там происходит. У нас назначили целого речника, Арестовича, да, но ясности как бы больше не стало в этой всей истории. Надо информировать и уже с этим планом, который там поддерживает либо не поддерживает Германия или Франция, уже выходить на какое-то дальнейшее обсуждение. Но пока вот здесь коммуникационный провал есть, он не исправлен, к огромному сожалению. Как сообщали представители украинской делегации в ТКГ, у нас был свой план, который мы предлагали в рамках Минского формата, в рамках, заседаний, который игнорировала Россия, не принимала, выставляла свои условия, ультиматумы и так далее. Сейчас Арестович говорит о том, что этот план предложен Францией и Германией, доработан Украиной. Пане Олександре, теперь-то Россия может обратить на него внимание? Да не будут они на это обращать никакого внимания. У них есть конкретно, от чего они отталкиваются. Это вот то, о чем мы говорили выше. А касательно то, о чем говорил Игорь, если это политико-дипломатический план, то зачем его прятать даже от депутатов профильных комитетов? Уже не говоря просто об обычных людях. Понимаете? То есть мы просто сейчас по факту, если бы был документ, была возможность его посмотреть, на сейчас, за 10 минут хотя бы до эфира, тогда была бы какая-то конкретика. А так мы, в принципе, занимаемся, как обычно, сотрясанием воздуха. И то, что, например, Арестович говорит, вы должны прекрасно понимать, что Арестович своих мыслей высказывает на 0,5%. Все остальное это прописано заранее, то, что он должен сказать. А что в этом плане может быть такого контроверсийного? Поймите, у каждого человека должна быть своя позиция. Если Арестович сугубо говорящая голова, то, с одной стороны, прекрасно понимаю, такая должность человека. С другой стороны, надо как-то более детально, аргументированно, то, о чем сказал Игорь, отвечать хотя бы на запросы, когда тебе обычные граждане спрашивают простым языком, а как это будет реализовано. А человек матом говорит, отвечает. Некрасиво, как минимум. И не хочется коммуницировать потом с такими людьми. Вот в чем дело. Спасибо вам большое, пане Олександре. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог. Сагонс. Пане Игорю, а действительно, что может быть такого в этом плане, который от нас скрывают, возможно, боясь реакции общества? Смотрите, по тем слухам, которые доходят, вот опять-таки по слухам, да, то есть мы обсуждаем слухи по большому счету, речь идет о том, что план не сильно отличается от всех предыдущих, он связан с выполнением пунктов Минских соглашений. Но Арестович об этом сказал, что этот план не уникальный, в принципе. То есть это уже не слух. Да, логика какая, что каждый пункт конкретно там прописано, что будет за невыполнение этого пункта и что это за собой влечет. Но вот меня, например, во всей этой истории интересует один простой момент. А очередность этих пунктов какая в украинском плане? Поскольку Россия говорит про одну очередность, Украина официально говорит про другую очередность. И это на самом деле момент принципиальный. Мне кажется, что, знаете, здесь вопрос даже не в том, что там какие-то контроверсионные будут вещи, которые вызовут какой-то негатив в обществе. Просто нету на самом деле реального какого-то плана, с каким власть может сейчас выйти. Поэтому они какие-то варианты такие придумывают и стараются как-то затянуть ситуацию, чтобы потом этот план где-то согласовать, в том числе с Германией и Францией, и с ним уже выйти и положить его на стол переговоров. Потому что если бы этот план был, мы бы его уже давным-давно увидели, это было бы выгодно даже чисто с политической точки зрения, например, президенту Украины. Но поскольку этого не происходит, я думаю, что там на самом деле еще идет процесс разработки этого плана, и увидим мы его, скорее всего, еще не скоро.
Данилов сообщает о том, что хоть и на востоке Украины идет сейчас обострение, ну, ничего страшного и критического пока что нет. Вот вы замечаете такое вот реальное обострение, там нарушение режима тишины? И вообще можно ли говорить о том, что режим тишины нарушается? И был ли вообще этот режим тишины? Если да, то с чем связана эта эскалация? Ну, режима тишины как такового не было, время от времени там провокации были, но в последние 2-3 недели по тем сводкам, которые я каждое утро вижу, ну, в том числе с экранов телевизора или там в интернете, в принципе видно, что количество обстрелов со стороны оккупационных войск, оно многократно возросло. Да? У нас, к сожалению, опять есть погибшие наши воины, достаточно много раненых, говорят, что усилилась работа снайперов, соответственно, там обстрелы в том числе и жилых там поселков, причем ну, террористы прекрасно знают, куда они стреляют. Все это в совокупности говорит о том, что режим вот этого прекращения огня, он по сути сорван. Плюс много информации о том, что стягивается военная техника со стороны, соответственно, так называемых ДНР, ЛНР. Хотя, насколько мне известно, но это с открытых источников, Украина тоже подтягивает туда вооружение. Ну, что логично, поскольку если усиливаются провокации, эти провокации могут перерасти в какие-то полномасштабные столкновения. Поэтому здесь, мне кажется, правильная позиция будет признать, что перемирие давным-давно сорвано. В принципе, Украина про это говорила. Предоставить соответствующие аргументы нашим западным партнерам. Ну и думать, что теперь делать дальше. Поскольку ситуация, она же не решилась. И понятно, что смотрите, дело идет уже к весне, а потом к лету. То есть это те времена года, когда оптимально можно вести какие-то боевые действия. И понятно, что Россия и оккупационные там администрации, они будут стараться этим пользоваться, чтобы постоянно держать Украину на крючке. Вот поэтому здесь и вызывает, например, сомнения, вопросы, связанные с каким-то очередным мирным планом. Вот мне интересно, он будет учитывать срыв этого перемирия? И будет ли опять первым пунктом этого плана необходимость прекращения огня, там, отвод войск, ну и тому подобное? Предлагаю подключить к нам сейчас в ефір Владислава Селезньова, військового журналіста, речника оперативного штабу антитерористичної операції на сході України в 2014 році, начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ у 2014-2015 роках. Пане Владиславе, вітаю вас, селям алейкум. Доброго вечера. Доброго вечера. Есть ли эскалация на востоке Украины сейчас и с чем она связана? Ну, безусловно, эскалация, которая происходит на востоке нашей страны в рамках российской агрессии против Украины, имеет место быть. Сводки, которые мы ежедневно слышим из уст спикеров операции Объединенных сил, это в очередной раз подтверждает. Кроме того, есть масса инсайдерской информации. Ситуация на фронте на самом деле напряженная, связана в первую очередь с тем, что Владимир Путин и его команда такой способ пытается воздействовать на украинскую власть ради принятия тех решений украинской власти, которые будут полностью соответствовать интересам и чаяниям Кремля, соответственно, его лидера Владимира Путина. Как нам сообщают в офисе президента и представители трехсторонней контактной группы в Минске, есть уже план по урегулированию конфликта на востоке Украины, который разработала Германия, Франция и доработала Украина. Как вы оцениваете перспективу реализации этого плана и что может входить в этот план? К сожалению, в публичном доступе мы его пока что не видели. Мы можем сколь угодно долго писать и переписывать планы, направленные на деэскалацию ситуации на востоке нашей страны. Но до тех пор, пока в этот процесс не будет эффективно включена Российская Федерация с готовностью всячески содействовать деэскалации обстановки на востоке нашей страны, ни один план работать не будет. А на сегодняшний день Российская Федерация использует военный конфликт на востоке нашей страны с целью давления не только на Украину, но и на наших западных партнеров нашего государства с целью достижения тех или иных целей, которые на сегодняшний день стоят перед Кремлем и перед лидером Кремля. Украинские власти сегодня привержены политико-дипломатическому пути возвращения наших территорий. Верите ли вы в то, что можно вернуть территории, на которые зашли войной и оккупировали? Мы должны быть абсолютно честны, в первую очередь, перед самим собой, потому что совершенно четко должны понимать, что военным путем, учитывая военные возможности российской армии, в целом Российской Федерации, мы не в состоянии, мы, государство Украины, не в
дипломатического решения ситуации на востоке нашей страны, конфликтной ситуации, безусловно, он является первоочередным. И, в принципе, тут деятельность дипломатов Украины должна быть направлена на то, чтобы формировать максимально мощное лобби, максимально мощную поддержку инициатив Украины, направленную на деэскалацию обстановки на востоке нашей страны. Но, опять же, ориентируясь на политико-дипломатический способ решения конфликта на востоке нашей страны, мы должны, во-первых, не забывать про Крым, а Крым является украинской территорией, временно оккупированной Российской Федерацией. И это первое. И второе, мы должны направлять все свои усилия на усиление возможностей украинской армии и на развитие оборонно-промышленного комплекса Украины. Потому что современная техника, современное вооружение будет являться серьезным подспорьем для украинской армии во время процессов деоккупации территории не только отдельных районов Донецкой, Луганской области, но и Крыма. Спасибо вам большое. Дуже дякую, пане Владиславе. Владислав Селезньов, військовий журналіст, речник оперативного штабу антитерористичної операції на сході України у 2014 році, начальник прес-служби Генерального штабу ЗСУ у 2014-2015 роках. Пане Игорю, сейчас перейдем на тему Соединенных Штатов Америки, но прежде вот что я хотела у вас спросить. Помните, на прошлой неделе еще журналист Дмитрий Гордон говорил о том, что на этой неделе мы услышим какую-то сенсационную новость, которая поменяет ход истории, новость, в результате которой Украине придется нелегко и так далее. Но пока что мы ничего не видели. Что вы думаете по этому поводу? Какая это новость? И увидим ли мы уже ее? Ну, смотрите, господин Гордон имел в виду публикацию фильма о деле вагнеровцев. Просто оказалось, что это будет уже не в марте месяце, а он там сказал 5 апреля, плюс-минус пару дней. Ну, он думал, что как бы это будет раньше, но поскольку представители группы Bellingcat приезжали в Украину и брали интервью у многих людей, которые так или иначе имели отношение к этой операции, я думаю, это повлияло на сроки премьеры этого фильма. Да? Именно исключительно про это шла речь. Гордон просто очень хорошо воспользовался ситуацией. Знаете, тема подогретая, интерес к ней достаточно был большой. Он таким образом хайпанул. 15 числа дал интервью с господином Бутусовым. Ну, Бутусов, по большому счету, ничего нового там не рассказал. Он рассказал ровно то, что он говорил и до этого. Все, что он знает про эту операцию. Я единственное, в чем могу согласиться с Гордоном, ну и со всеми, кто вообще эту тему обсуждает, со стороны в том числе и журналистского сообщества. Безусловно, когда этот фильм выйдет, он будет иметь значительное влияние не только на внутриполитическую ситуацию в Украине, но в определенной мере и на внешнеполитические расклады. Поскольку в этой операции, которую уже никто адекватный не отрицает, что она имела место быть, да, принимали участие не только Украина, но и Соединенные Штаты Америки, и Турция, и, скорее всего, представители Великобритании. Да. Поэтому ждем, я думаю, еще пару недель, как только этот фильм будет готов, мы это сразу с Твиттера или Фейсбука Bellingcat узнаем, посмотрим, ну и будем делать потом свои выводы. И обсудим в эфире, однозначно. Пане Игорь, давайте перейдем к Соединенным Штатам Америки и обсудим новости. И подключим сейчас к нашему эфиру Ярослава Божко, голову Центру політичних студій «Доктрина». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаю вас, Ілля Малейко. Вітаю вас. Американское издание The Washington Post считает, что администрация нового президента США Байдена откладывает свой телефонный разговор с Зеленским, ожидая от президента Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Игоря Коломойского. Об этом стало известно вчера из сообщения The Washington Post. Давайте послушаем их цитату. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії. Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента Центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на редакционную колонку авторитетного издания. Вот что он сказал.
Редакційна колегія «Вашингтон-Пост» безсумнівно має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події. Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам. Очень быстрая и резкая последовала реакция от нашего министра иностранных дел. К чему бы это, пане Ярослав? Ну, знаете, я вам скажу, действительно, это к тому, что они ощущают этот сигнал как очень болезненный. И, как правило, МИД на статьи в западных медиа, пускай и авторитетных, не отвечает. МИД обычно отвечает там на заявления официальных лиц. Мы можем сказать на самом деле, что это та тема, которая неоднократно поднималась в западном медиадискурсе касаемо Украины. И это одна из самых таких, то, что, я думаю, видит и офис президента, и МИД одновременно, опасных тем для них на Западе. Поэтому они решили, что нужно быстро реагировать. Тем более, такой сигнал до Киева доносится, по крайней мере, за последний месяц уже не первый раз. Да? Было абсолютно симметрично заявление и Киевского безпекового форуму по Содружеству США-Украина по содействию. Были пункты от Atlantic Council, тоже по поводу политики Байдена по Украине. Был визит Волкера в Киев. Была статья на Financial Times тоже. И во всех ситуациях существует акцент на этом пуле вопросов, связанных с коррупцией, с деолигархизацией, с продолжением реформ. И можно сказать, что тут журналисты в Вашингтон-Пост ничего нового не сказали. Они просто собрали такую обобщенную температуру по палате и высказали обобщенное, опять же, мнение о том, что именно это является причиной того, что Байден до сих пор не позвонил Зеленскому. Пане Игорю, считаете ли вы таким тревожным звоночком несостоявшийся все еще телефонный разговор между Байденом и Зеленским? Ну, смотрите, я, с одной стороны, бы не преувеличивал значение телефонных разговоров, хотя в ситуации, в которой находится Украина, отсутствие такого звонка, конечно, напрягает, поскольку мы являемся в значительной мере союзников Соединенным Штатам и получаем военную помощь, да, и той же Байден неоднократно вспоминал Украину в контексте своей и предвыборной кампании, и непосредственно после того, как он уже стал президентом Соединенных Штатов. Поэтому, да, здесь этот сигнал есть, сигнал очень такой, я бы сказал, прозрачный, да, то есть здесь не надо искать какое-то двойное дно, он есть очень четкий. Чем быстрее это в офисе президента поймут и примут соответствующие решения, тем будет лучше, мне кажется, для страны. Но понимаете, какие решения, что сейчас конкретно от нас ждут Соединенные Штаты Америки? Смотрите, все почему-то сосредотачивают внимание исключительно на ситуации, которая сложилась вокруг Коломойского. Да? Там санкции против него Соединенные Штаты ввели. Кто-то там еще говорит дополнительно про борьбу с коррупцией, но мне кажется, есть еще один очень важный момент. Мы его только что вспоминали. Вот эта вся история с вагнеровцами, да, она не закрыта. То есть этот гештальт не закрыт. И Соединенные Штаты хотят четкого понимания, был ли там какой-то слив информации и кто ответственен за этот слив, поскольку они непосредственно, их специальные службы принимали участие в организации и проведении этой операции. Я боюсь, что все так или иначе сведется рано или поздно к одной фигуре. Эта фигура по состоянию на сегодня возглавляет офис президента. И вот те намеки, которые дополнительно идут с Соединенных Штатов, они пока офисом президента и непосредственно президентом Украины не воспринимаются. Что офис президента возглавляет человек, который может быть замешан непосредственно в сливе этой информации. Когда этот намек будет понят, мне кажется, что тогда будет и телефонный звонок, и многие другие вещи. Возможно, Байден официально, публично отреагирует на приглашение на Крымскую платформу, да, или посетить Украину на 30-летие независимости. То есть очень много может быть разных сигналов, но пока
Вот все ждут, и Штаты в том числе ждут, как закончится дело с этим Ваннергейтом, какая там будет поставлена точка, какой будет реакция и какие решения, это очень важно. Президент будет по результатам этого большого расследования уже международного принимать. Понимаете, Зеленский так или иначе эти решения вынужден будет принимать, потому что там назовут, скорее всего, людей, которые были замешаны в том, почему это дело не было доведено до конца. А что вы какие это думаете, могут быть решения? отстранение Ермака может спасти ситуацию? Я не уверен, что просто отстранение Ермака может спасти ситуацию. Знаете, некоторые мои коллеги, в принципе, президенту уже подсказали решение. Если там так или иначе будут фигурировать люди с ближайшего окружения президента, и которые будут нести ответственность за слив этой информации, отстранением и отправкой послом, там слухи ходят, в Китай, они ситуацию не спасут. Извините, здесь должно быть, мне кажется, уголовное дело. Тогда, гипотетически мы говорим, да, с привлечением виновных к ответственности. И это будет тот сигнал, который, в принципе, Соединенные Штаты увидят и поймут. Пане Ярослава, а что вы думаете, чего от нас ждут? Знаете, я бы расширил вот эту тему, почему нам не позвонили, до более системных явлений. Во-первых, давайте скажем откровенно, в украино-американских отношениях последние 1,5 года то, что называется запустением. Для того, чтобы президент куда-то звонил, ему нужен повод для звонка, ему нужен как минимум, в том числе неплохо бы иметь посла в Киеве, да, который ему сформирует то, что называется порядок денный, чтобы президенты обсуждали вопросы предметно, потому что звонки такого уровня — это всегда очень предметный разговор, к которому готовятся не одну неделю. И тут мы имеем на самом деле еще очень большую нехватку доверия в украино-американских отношениях, которая была после вот этих историй с пленками Деркача, которые, несмотря на американские санкции, до сих пор украинская сторона, она не приняла каких-то откровенных попыток хотя бы инициировать расследование, а подальшему и арест самого Деркача, Дубинского и их ближайшего окружения с целью разобраться в этой ситуации. Понятно, что американская сторона здесь не может ничего объективно, кроме санкций, пока они на украинской территории. Если украинская сторона буксует этот вопрос, то у американцев появляются, очевидно, легитимные претензии почему. Есть еще второй глобальный вопрос. Он связан с тем, что на самом деле американская внешняя политика по Украине всегда очень включена в региональный контекст. То есть мы всегда зависим от того, как, во-первых, какие будут отношения Байдена с Россией. И до сих пор финального понимания по этой ситуации нет. Кто-то из экспертов предлагает ему гибкую модель, кто-то предлагает ему непосредственно простить часть грехов России с тем, чтобы вместе совместно противостоять усилиям Китая в Тихоокеанском регионе, например. И тут нет еще сформированной позиции, потому насколько жестко США могут действовать в Украине и насколько им интересен будет украинский вектор. Поэтому тут сразу ряд таких очень больших вопросов. Я бы, знаете, не сводил их все просто к одному фактору. Это вряд ли конкретно из-за Коломойского, это вряд ли конкретно из-за Деркача, это вряд ли конкретно из-за ситуации с вагнеровцами. Но это комплекс целых проблем, которые породили, во-первых, ситуацию недоверия, и, во-вторых, действительно Украина зависима от выработки политики по Китаю и по Российской Федерации. Поэтому мы ждем. Понятно, что вопрос Северного потока-2 тоже не останется в периферии политики Соединенных Штатов Америки в отношении Европейского Союза. И в этом вопросе интересы Украины и США сходятся. Как сложится ситуация с Северным потоком-2? Дожмут ли его американцы? Или же в этом вопросе, как вы говорите, они, возможно, будут гибкими, пане Ярослав? Знаете, я скажу, что тут вопрос даже не отношений США с Украиной или с Россией. Тут в первую очередь вопрос отношения двух мировых держав, таких как США и Германия. Германия с каждым годом сильнее, отвоевывает утраченные какие-то доли геополитического влияния в мире. И правда в том, что немцам на самом деле некуда спешить. То есть если не сейчас, то через 5 лет они, возможно, добьются более выгодной для себя конъюнктуры и смогут таки запустить Северный поток-2, так как все-таки Северный поток-1 был запущен. Но на данном этапе я вижу то, что США действительно противодействуют этому проекту и будут продолжать это делать.
На неделе произошел интересный инцидент. Члены республиканской партии в Конгрессе заблокировали все назначения, которые предлагал Байден, в том числе назначение нового главы ЦРУ Уильяма Бёрнса, как раз в связи с тем, что они хотели бы подтолкнуть Байдена к более жесткой и уверенной позиции по противодействию Северному потоку. Это непосредственно акция, которой руководил один из топовых республиканцев Тед Круз. И можем сказать, что, по крайней мере, вопрос Северного потока для США сейчас является даже куда более острым предметом политической борьбы, чем сейчас внутри Украины. То есть там как минимум есть силы, ориентированные очень сильно на американское газовое лобби, которое хочет поставлять Европу скрапленный газ и которое входа России на европейский рынок не хотело бы видеть. Поэтому как минимум в ближайших 1,5-2 года мы будем видеть успешные попытки американцев тормозить этот процесс. Но мы действительно не знаем, в какой ситуации будет Германия и США потом. Дякую дуже, пане Ярославе. Чохсагл, у нас Ярослав Божко був з нами на прямому зв'язку, голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ігорю, каков ваш прогноз по Северному потоку-2? Ну, смотрите, с одной стороны, Соединенные Штаты занимают пока принципиальную позицию, категорически против достройки Северного потока выступают и неоднократно уже обращались к представителям Европейского Союза с такими настойчивыми просьбами, да, все-таки этот проект не доводить до логического завершения. Поэтому пока здесь, как бы, с одной стороны, все хорошо, но, знаете, я боюсь, что может, когда этот проект будет уже закончен, в последний момент, конечно, позиция Соединенных Штатов может измениться и стать более гибкой. Несмотря на давление, с коллегой абсолютно согласен, части республиканцев, которые жестко против этого выступают, для того, чтобы все-таки сохранить, с одной стороны, более-менее нормальные отношения с Европейским Союзом, а для Соединенных Штатов Америки это очень важно, да, и Байден про это говорил, что мы не собираемся ругаться, да, мы собираемся как бы нормально общаться с Европейским Союзом, Америка вернулась, да, и вот если этот проект будет доведен до конца, Соединенные Штаты могут все-таки эту ситуацию немного изменить, стать более гибкими, и, конечно, это может не пойти на пользу Украины. И вот тут очень важно, чтобы наши контакты с Соединенными Штатами Америки интенсифицировались сейчас, да, чтобы был этот звонок, чтобы мы расставили все точки над «и». Почему? Потому что даже если произойдет этот разворот и позиция изменится, чтобы интересы Украины там были учтены. По слухам, которые до нас доходят, Соединенные Штаты готовы на это пойти, имеют запасной план. Но важно, чтобы мы были не в стороне, а тоже в этом проекте участвовали. Дякую дуже, пане Игорю. Спасибо вам большое, что находились с нами на протяжении целого часа. Игорь Рейтерович, политолог, доцент кафедры аналитики и прогнозування Державної академии управления. Но я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкевич.
Қырымның сиясы яйында олмалы деген марафонны сейретесіңіз. Студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова Чалшам. Невбетекке 30-35 даққа девамында Қырымле бағлы соңки хаберлеріні музакере етежеміз. Ен баштан адет янымызға Роман Спиридоновны бағламаға теклиф етем. Обызлешімді жанлы бағда. Роман, селям алейкум. Денглейміз сені. Алейкум селям. Сегодня в наших выпусках мы будем же, конечно, вспоминать 7-ю годовщину так называемого референдума о присоединении Крыма, как это называет Россия, как это по международным нормам, годовщина оккупации полуострова. Именно 16 марта 2014 года Россия организовала в Крыму незаконный референдум, и его результаты не только не признали в мире, он и сам проходил под дулами зеленых человечков и с многочисленными фальсификациями. Журналисты нашего телеканала тому свидетели. Именно 7 лет назад мы работали тогда на так называемых участках, наблюдали за процессом. И вот в 7-ю годовщину незаконного этого псевдореферендума вспомним, как это было, чтобы напомнить еще раз нашим зрителям и всему миру о том, что это вряд ли можно называть законным референдумом. Объединяем мир на базе Крымской платформы. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в Твиттер, в котором заверил, что власть прилагает все усилия для возвращения оккупированного полуострова. А незаконный референдум, который организовала Россия, назвал фейковым. Украина пригласила Словению присоединиться к Крымской платформе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга со своим словенским коллегой Анджело Гаром. Кулеба заявил, что принятая СНБО стратегия деоккупации Крыма будет состоять из двух блоков, двух политических блоков, внутреннего и международного. А Крымская платформа – это ключевой элемент стратегии. Прекратить оккупацию Крыма и освободить украинских политузников призвал Россию государственный секретарь США Энтони Блинкен. В 7-ю годовщину так называемого референдума он на официальном твиттер-аккаунте посольства США в Киев появилось его сообщение. В нем он заявил, что США не признают и никогда не будут признавать незаконную оккупацию Крыма России. На улицах Киева появились плакаты, на которых российские дипломаты, что называется, от первого лица признают Крым украинским. Портреты дипломатов подписаны фразами «Я, дипломат, сотрудник посольства России, разведчик, убежден, Крым – это Украина». Плакаты с истинными признаниями об оккупации размещены у российского посольства и у других дипломатических представительств иностранных государств в Киеве, таких как ФРГ, Франция, Армения, США, Великобритания, Беларусь и Казахстан. Коллективный донос на соседей. В такой реальности теперь живут жители оккупированного Крыма. Десяток жителей Заречного, Симферопольского района записали видеообращение к ФСБшникам оккупационным. Жалуются на своих односельчан, которые не хотят, чтобы через их участки проходила очередная скоростная магистраль. Там строят объездную дорогу. И при ее строительстве оккупационная власть планирует снести центр села и несколько домов. Люди возмущаются, потому что не верят в компенсацию от оккупантов и отдавать дома под снос не желают. Они предложили сделать дорогу в обход поближе к Каянскому водохранилищу или хотя бы к воинской части, которая расположена рядом. Но доносчики назвали их предателями, которые ведут антироссийскую пропаганду, увидели в этом американский след и попросили оккупационное ФСБ разобраться с вредителями. Вот такие новости, о которых мы будем говорить сегодня в наших выпусках на украинском языке в 19:00 и на крымско-татарском в 21:00. Гульсум. Роман, бұл біздің мұхберіміз Роман Спиридонов, это бізле жанлы бағда. Сайғыл арқадашлар, біз бұл студияда жанлы шекілде çalışамыз. Мен әркүн яйнымызға бағланмаға сіздерге теклев етем. Бүгін де истисна олмасын экранларымызда режиссерларымыз телефон номерасына тағзим еті. Егер сіз номер ақландырған суаллеріңіз олса, біздің студиямызға телефон ашмаға имканыңыз бар, сеслендірмеге имканыңыз бар. Бұл не үшін біздің үшін мұйым? Қатенде бұл біздің үшін чоқ өнемлі, чоқ мұйым, чүнке сізден böyle фидбэкні алмақ, сіздің сесіңізні ешітмек бізлерге де мұнда шымды бұлынған мали проблемлер черсінде ешімаға, çalışmaға ve бір umutlер беслемеге қатенде бұйық бір күч ve umut бере.
Ve sonki haberlerini muzakere eter ekende şunu hayt etmege isteyim. Bir haş citatalarını sizlerge takdim etmege isteyim. Hakatinde bugün 7 yıl evvelsi 2014 senesi 16 Mart günü işgalciler Kırım'da kanunsuz sözde referandumunu ötkirdi ve bu münasebetlen Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining Twitter sayfasında bir mesaj yazdı. Aytganına göre Ukrayna ne ise işte 7 yıldan sonra şimdi böyle real adımlar bağışlanız böyle real adımlarını atmağa başladı. Gelin son statasını dinleyik. Сім років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. İngiltere yani Büyük Britaniya Kırım'da ötkürülgen bu sözde referendumna hiçbir vakit tanımayacağını ve kabul etmeyeceğini bildirdi. Bu hafta o'zining Twitter sayfasında Ukraynada İngiltere elçisi Melinda Simmons yazdı. Onun statası şimdi. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Amerika Birleşken Devletleri'nin Dış İşleri Naziri, yani devlet katibi Anthony Blinken ötkürülgen işgalinin 7. yılında kene boyla Rusiyaga çağırılda bulundu. Aytganına göre işte Rusiyani Kırım'dan defolmağa ve tezden siyasi mahbuslarının azat etilmesine çağırdı. Onun цитатасını dinlemeye teklif edeyim. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. Muharrirlerimizin bana aytganına göre şimdi bizle canlı bağda Milli Meclis azası ve Xersonda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin temsilcisi Abmecid Bey Süleymanov var. Onu selamlayıq. Abmecid ağa, selam aleyküm. Aleyküm selam. Abmecid ağa, demek 7 yıl evvelsi bugün Kırım'da bu sözde referendum ötkürüldü. Endi 7 yıl geçken son Kırım kaytarılığı yönelişinde yapılgan real adımlar ne sizin fikrinizce var mı böyle adımlar? Allah'a şükür öyle adımlar var. Bu birinciden bu referandum, pseudo referandum diyorlar, o pek doğru söyledikleri. Niçin desen biz çok saydalar geçirdik ve referandum oranında adamları koyup baktık ve biz sayısına göre bu referandumda 32.5% Kırım halkı iştirak etti. Onun için söyleyen bütün Ruslar gelen söyleyen faktlar birinciden yalan. Şimdi pek çok iş alıp varlığı bu olacak Kırımskaya platforma deyip Allah'a şükür ona hoşlanacak pek çok memleketler bugün de iştirak edeceklerini Büyük Britanya söyledi, Amerika Koşma Ştatları, Türkiye ve başka memleket, Estonya, Litva hepsi ona hoşlanacağını söyledi. Ve geniniz bilirsiniz bu arizalar yazılan son ve teklif edilen son Amerika Koşma Ştatları sanksiyalarını da kıstıracaklar. Ve ben yakın vakti belirsin bizimkiler yaxşı çalışsalar Ukrayna'nın yukarı şurası da bu Kırım Tatar halkı temelli Kırım yerli halkı deyip kanunu kabul eder. Ve ondan da başka memleketin başka işler de alıp varılacak. Çok arizalar hazırlanıyor. Ve bunlar hepsi yakınlaştırır Kırım'ı işgalden kurtarmaya memleketin.
Endi 7 yıl geçti ve Ukrayna'nın siyaseti bu 7 yıl içerisinde Kırım'ını böyle siyasi diplomatik şekilde kaytarması, mali sanksiyalar neticesinde Kırım'ını Rusya için böyle temin etmesini zorlaştırması ve ilahri sizin fikrinizce 7 yıl içerisinde Kırım Rusya için ne kadar ağır böyle mali cihetten ağır tutabilecek bir regionga çevrildi? Kırım'da birinci de Kırım'da olan vatandaşlar pek yaxşı gördü. Eğer birinci Kırım'ı işgal edip Rusya alan son butunu sevinir edi ve мы пристали к родной гавани diye bayraklarla bütün şeyler bayram yapar edi. Şimdi Kırım'ın halkı çok söyle belli mi? Afsus ki bu sonki günleri bütün olan şeyleri görüp onların düşünceleri başkaca oluyor. Bugün de hepsinin birinci mesele onların siz gözünüz bilirsiniz su meselesidir. Karlar çıkaran yağmur yağdı ama ona bakmayıp hepsi bir bu mesele bugün de kıyın. Pek yaman ki niçin deseniz bu vakit çözülüyor ve yaşlar endi 7 yıldan beri mektepte birinci talebeler mektepte okuyan bağlar başlarını pek çok aylandırırlar. 7 yıldan beri bu Rusya'nın gimine, Rusya'nın bayrağına 7 yıldan beri bu Zambirova'ya o dışını yapayım. Ama Allah'a şükür bugün de bizim halkımız bir şeye bakmayıp bu Ukrayna değiller. Ben belirlesem bizim vazifemizde de sonlanacağız biz de yapmadık. Niçin deseniz biz hattı tutuşumuz gerek bir şeyleri. Bugün de kuru Kırım Tatarlara bakıp bütün dünya Kırım bu Ukrayna deyip sayı. Niçin deseniz Tamır halkı o alda ve o kıyın alda olduğuna bakmayıp onu her vakit tarif etti. Ve onun için bugün de birinci ben belirlesem biz Ukrayna memleketine anlayışımız değil de onlar bize anlayış gerek. Ve bize karşı olmayıp bizimle beraber olup bütün bugün de nasıl merasimler geçiyor Ukrayna'da ve bütün dünyada oraya birinciden Milli Meclis adamlarını oraya çağrışları gerek. Ve onların söyleyen şeyleri, bütün şeylerini kulak asıp o şeyleri yaşayışa geçirişi gerek. Birinciden bakınız o telekanal meselesi, bizim askerler meselesi, kanun meselesi. Ben belirlesem bu bütün şeyleri Ukrayna'nın yukarı şurası ve Cumhurbaşkanı yerine getirse bizim halk da pek çok işanıp bizim halkı da çok pek bizim halkı da çok pek işanacak bu hükümeti de ve ona bakıp devam edecek. Ona da bakıp başka memleketler de o iştiraklarını, o işlerini sıkça alıp varacak. Bakın, Bu sizin aytıp geçken suallerinizden kabul etilmesi, yani bu meselelerin çözülmesi hakkında biz endi 7 yıldan beri aytamız, bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, fakat ne yazık ki işte bu sonki 7 yıl içerisinde sizin aytıp geçken işte bu kanunlar meselesi, tamir halklar, avtonomiya, status, toponimika ve ilahri onlar ne içindir kabul etilmeye kala ki bizlerge kabul edileceği hakkında vadeler bile o vaktinde verilgen edi. Yani sizin fikrinizce neden sebep ve belki biz bir şeylerini yanlış yapamız ya da aksine sadece vermege istemeyler ve böyle siyasi irade yoktur. Ben başından söyleyip geçtim ve bu fikir, ben temeli bu fikri hat tutayım. Bir darı paran işleri hattı tutuşumuz gerek ve hattı o pozisyonumuzda duruşumuz gerek. Yaxşı, ya hattı degende ne demek bu hattı? Hattı degende eğer razılık olmasa onu açıktan çıkıp söyleyişimiz gerek. Ya biz aytmayımız mı? Bugün de Kırım polisiyası var. 80 adam o polisiyada var. İçinde 200 tane Tatar olsa olacak. Bugün de Kırım prokuraturası var. İçinde 2 tane adam Kırım'da. Bugün de Kırım SBU'su var. İçinde 1 tane Tatar yoktur. Biz Kırım'a kayıtıp gelsek onlar bizim başımızda oturacak.
Biz bu meseleleri hatlı tutuşumuz gerek dediğim budur. Biz öz pozisyasını gösterişimiz gerek. Biraz olmasa açıktan onu aytışımız gerek. Ya sizce Bunu- biz aytmayımız mı, yani katı durmayımız mı şimdi öyle olsa? Durmayız. Afsus ki durmayız hatlı öz pozisyamızda. Ne için? Onu hepsimizden soramaya gerek. Men sorayım sizden, siz Men Milli size Meclis aytayım. azası olasiz. Tikarancık biz bu Ukrayna'nın ağzına anlayıp pek çok şamata yapmaya istemeyiz ama onlar bizi anlamaylar. Men belirleşim birinci de biz onları değil de onlar bizi anlayışı gerek. Bugün de Kırım Tatarlar Ukrayna'nın vizitli kartı çıkarsa için bütün dünya birinciden bize bakar. Eğer bugün de benim halkım Kırım bu Rusya deseydi Putin hepsini yıkacak idi. Ama bakınız ben Kırım Tatarların yerini afsus ki görmeyeyim o kadar bu Ukrayna vazifelerinde. Bir iki tane adam o kadar bize işaret. Onun için ben diyeyim bu meseleyi hattı tutmaya gerek. Kırım politsiyasında bizimkiler hiç olmasa yarısı oluşu gerek. Onun başlığı bizimki oluşu gerek. Atyer meselesini, Kırım Tatar kanunlarının meselesini var anlayışı gerek. Kuru internetten alıp açıp yapışları gerekmeyin. SBU'da bir tane Kırım Tatar yoktur. Ya SBU bugün razvet işlerin asnovası, temelli. O şeyler biz taraftan katlı tutulmasa da katlı yapılmasa bu pek uzak vakitte çözülecek. Yaxşı, Pek uzak vakitte çözülse de Men anladım sizin fikrinizni. Çok doğru fikir. Bir zaten bu fikir hakkında yayınlarımızda da birçok kereler misafirlerimiz ile müzakere ettik ki işte devlet memuriyetlerinde işte Kırım ile bağlı çeşitli türlü organlarda daha çok Kırım Tatarlarının olması, anda tecrübe edinmesi ve anda Kırım kaytarılgan son bu tecrübeyle Kırım'a kaytıp anda da vazifeler üzerinde çalışması ve bu vazifelerge layık olması. Bu hakikaten de çok mühim meseleler ama sizin de aytkanızga göre hakikaten de bu devlet strukturalarında, organlarında yeterince Kırım Tatarlar yok. Lakin onlar olmalı. Yani teklifleriniz neden ibaret? Sizin fikrinizce yani ağırlığımızı Ukrayna hükümetinde böyle göstermek için, ağırlığımızı böyle güçleştirmek için bu devlet organlarına Kırım Tatarlarının körsetilmesi ve daha fazla olması için hangi bir hareketler yapılmalı? Yani neden ibaret olmalı bu hareketler? Bu hareketleri yapmak için ben dediğim biz o isteklerimizi katı tutuşumuz gerek. Birincide meclis durmayıp teklif etişi gerek. Bizim Cumhurbaşkanı'nın meclisten görüşüp bir adamla iki adamla de gel. Meclisten görüşüp bütün kararları dinlemeye. Bizde eskiden Sovet представители Крымско-Татарского народа Cumhurbaşkanı'nın yanına var idi. Biz 7 yılın içinde bir sefer adam gibi prezidentin görüşmedi. Yani ne gerek Sovet представители Крымско-Татарского народа eğer temsili organ olsa Milli Meclis? Temsili organla görüşsün, problem yoktur. Sovet'le görüşecek mi temsili? Kaç kere biz dinledik nasıl işler alıp var bu Kırımska polisiya? Kaç kere biz dinledik nasıl işler alıp var prokuratura ya da SBU. Hurra bu internetten alıp atçot yapmayınca başka olan bir şey yaptıkları yoktur. Bunun için bugün de yoktur. Hanım ofisyal olup kurultay için ve meclis için. Bir sözünün avında bir 28. April'de 14. yıl kabul edildi. İşte признаем meclis Kurultay Крымско-Татарского народа органами самоуправления diyen son bugün de ofisyal statusu yoktur da. Bu bütün habaya birincide Ukrayna'dır men diyeyim. No, bizimki de var habaya. Niçin deseniz haklı durmaya bu meselelerde. Ukrayna hükümeti bizden korkar mı sizce? Korka, pek korka. Ben bunda bu regionda çalışayım. Bu regionda biz söyleyen gibi farklı adamlar pek çok. Buna durmayıp
o şekilleri sataylar. Kırım Tatarlar Kırım'na alıp gitmeyi isteyler. Herson'un da bir parçasını alıp gitmeyi isteyler. Türkiye'ye koşulmayı isteyler deyip, bakınız, bu taraflarda sınıra 80-100 kilometre havanda her yerde Rusya televizyonları çalışsın. Херсон vilayetinde. Şerhon vilayetinde her yerde Rus televizyonlarının Rus bu masovi nelerini informasyon sredstvaları полный ход burada çalışın. Ve bu pek büyük agitasyon. Ama Ukrayna ona pek çok kulak asmay. Propaganda demek yapa. Propaganda yapay. Açıktan propaganda yapay. Onun için bu tarafta Rus'a bu geçen sayılavlarda 46 denesi Rusya'ya su vermeye gerek dediler Kherson tarafta. O nedir o? Biz düşmana su vereceğimiz, biz düşmana elektrik vereceğimiz. Bugün de Ukrayna'nın kendisi bu оборонной pромышленности Rusya'nın çalışı. Bu olmayacak şeyler, akla sığmayacak şeyler. Bunun birlikte men yanlışmasam yarın Apmechtaga bilmem sizin malumatınız var mı? Bu avantaj davası devam edecek iken demek anda Kırım Memoriye sınırında doğru mu? Yani sizin malumatlarınız var mı bu mesele boyunca bir şeyler? Çünkü anda da işte Kırım Tatarlarını 4 Kırım Tatarına men yanlışmasam 4 ya da 3 Kırım Tatarına men yanlışmasam anda dava açıldı. İşte böyle ırkçı sözler aytılganı için bu işte zapravkada bu şeye gelindi gene de ben söylediğim şeyi kaytarıp mecbur olacak. Bakınız. Birinci ariza yazıldı dedi avukatına zarajıdan межнациональной розни. Biz ne yaptık? Bir normal advokat orada varıp şamata çıkarışı gerekedi. Yerli meclis koterilişi gerekedi de ve değişi gerekedi. Başta bu meseleye bakınız. Niçin deseniz Ukrayna kanununa bakanda согласно уголовного кодекса рассмотрение уголовного дела должно быть беспристрастным и объективным. Бриндиден должны выяснять причину возникновения того преступления, о котором говорит эта женщина. А bunu öğrenmek için bugün edeceğiz öğrenilirken ne bu kadın söyledi. Birinciden o kadının içine bakışları gerekedi. Ve biz bu pozisyona duruşumuz gerekedi. Ondan sonra niçin bu balların işte çıktığını bakışınız gerekedi. Başta bakmayı da bugün diyor kadının. Biz de adam gibi alıp parmağı bu işi böyle olsun diye. O bizim pozisyaları men dedim gene de şeye kayıtlayayım. Biz bu arada hattı tuttursak birinciden kim kabayatlı oluşu onlar söyleyişi gerekedi. Şimdi Kırım Tatarların arizasını çete bırakıp ucdene bizim balayı kabayat ayacaklar. Yarın biz avraya bayraklarından çıkmasak ona birisi kulak asmayacak. Balları kabayatlayacaklar. Son ballardan diyecekler parayı kaytarınız. Ne kadar zarar getirdiniz o zararı kaytarınız diyecekler. Yarın bu mahkeme davası olacak. Bakarımız ne olacak? ATR teлеканалы özlerinin yayınlarında da galiba göstermege planlaştıra. Yarın saat 14'te men yanlışmasam avantaj 7 davası boyunca mahkeme oturuşu olacak. Genический'nin rayon mahkemesinde Apmechtaga çok sağ olunuz bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz ve fikirlerinizni ifade etkeniniz için Kırım Tatar Milli Meclis azası Apmejit Süleymanov bizle canlı bağda edi. Bugün saygılar arkadaşlar da böyle haber peyda oldu. Demek Belçika'da yaşayan Kırım Tatarlar diasporası bugün Rusya elçiliği yanında böyle protesto aksiyasını geçirgen. Bu protesto aksiyası işte işgal etilgen Kırım'da kanunsuz referandumның ötkerilmesine bağışlangan. Anda akkorçalayıcılar ve teşrif buyurgan aksiya iştirakçıları siyasi mabuslarının tezden azat etilmesini ve Kırım'ның Rusya'dan işgalden boşaltılmasını talap etkenler. Bu aksiyada iştirak etken ve teşkilatçılardan biri Riza Asanov bizle şimdi canlı bağda akkorçalayıcı onun laf etmege hazırmız. Riza'a selamun aleyküm, nasılsınız? Sağ olun.
Резаға, тарифетіңіз біздерге Лютфен өткерген, en баштан сізлерге тешеккөрлерінің білдірмеге істейін. Бұл кібі акцияларына өткергеніңіз ве Қырым татарларының сесіні ештіргеніңіз үшін халқара топлылыққа ве енді бұл меселе бойынша біздерге тапсиятлы жан малыматларына беріңіз. Лютфен насыл өткерілді акция, не қадар инсан иштирак етті, Русия елчілігінден белгі біліспірісі шыққандыр сізге насыл олды? Ну, бірінші, шындымында локдаун. И очень сложно взять решение на что-нибудь. Но наш Казлар сделали, они бились долго с полицией, и взяли разрешение, что максимальное количество, которое нам разрешили, 4 человека на социальной дистанции. Но нам не сказано, сколько человек могло ходить и снимать вокруг. Так что у нас сегодня там было немножко больше, чем 4 человека. А что сделала Российская Федерация? Как обычно они это делают, сразу вызвали полицию. Но в результате полиция нас охраняла, потому что это был легальный митинг, легальная акция протеста. Да нет, это первый раз, это сегодня полицейский нам сказал, что это первый раз, когда акция протеста проходит напротив посольства. Обычно всегда выбирают парламент или еще что-то, но так, чтобы вот напротив посольства, которое виновато, они первый раз видят, что кто-то вышел. Yani bugünkü kadar Belçika'da böyle protesto akциясы елшілік өткерілмеді ме? Yok, мында çok было, ну, такая ситуация, чтобы первый раз напротив посольства. Всегда все любят в центре города. К сожалению, посольство России, оно не находится в центре города. И там очень много заборов. Журналист келді, бақтық, біздің бақар интервью берді. Болды. Резақамна, Белчикада не қадар яғни чоқ инсанлар бұл işgal етілген Қырымның вазиетінен мерақлана ве асында онда олып кечкенлер ақында малюматлары бар ма ерлі сәкенлерінің ве не дейлер сіз оларына лаф етесіңіз ме яғни елетішімде болынасыңыз ма? Ну, во-первых, я живу во Фландрии, и я член партии НВА. История фландрийцев очень похожа на историю крымских татар. Их всегда все время оккупировали, они всегда под кем-то жили, поэтому они нас очень хорошо понимают, как и поляки. Поэтому даже когда вопрос зашел о телевидении АТР и его нефинансировании, то на партийном собрании один из руководителей партии НВА, как и сказал, говорит, может, мы их сюда пригласим, в Бельгию, и сделаем, создадим условия здесь, чтобы они могли спокойно вещать. А люди очень хорошо, бельгийцы очень хорошо относятся к крымским татарам. Во-первых, они прекрасно понимают, вот нас вся диаспора — это 24 человека. Причем все это бывшие политзаключенные, это люди, которые действительно пострадали от власти, это журналисты, артисты, бывшие сотрудники АТР, которые уже отсидели свой срок. Тут такие ребята боевые. Мы здесь по четвергам чебуреки не жарим и «Гузель Крым» не поем. Мы лучше это время уделим каким-нибудь другим вещам, типа акции протеста, типа поговорить с депутатами или с руководителями тех или иных городов о том, что реально происходит в Крыму, о том, что Россия не друг и даже им не друг, о том, что сейчас идет полномасштабный геноцид крымских татар в Крыму. Это сейчас важно. Я думаю, что каждая диаспора должна это делать. Каждая. Потому что то, что Путин сейчас начал у себя в Москве, умножьте это на 10, это придет в Крым.
Çok sağ olunuz Rizaga bizle bağlanıp böyle teferruatlı cevaplar bergeniz için ve faaliyetiniz için ayrıca teşekkürlerini bildiremiz. Çok sağ olunuz. Riza Hasanov bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, Akkorçalayıcı ve Enva Belçika partiyasının azası. Men ise bu bölükni yazık ki yakunlamak mecburiyetindeyim. Çünkü Zaman informasyon programması sizlerge sonki haberlerini tarif etmege aşıqa, olarga şimdi yol berem. Sonra bu studiyaga qaytıp çeşit haberlerini müzakere etmege devam edecekmiz. Tayarlı olunuz. Сім років тому, 27 лютого, російські військові захопили будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Криму, над якими були встановлені російські прапори. В той же день на позачерговій сесії парламенту прем'єр-міністром Криму був призначений лідер Руського єдинства Сергій Аксьонов. А на 25 травня 2014 року окупанти запланували референдум нібито з питання державної самостійності Криму. На внеочередном пленарном заседании мы приняли решение о проведении 25 мая Всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений. Так звана влада Криму пояснювала це тим, що уряд у Києві прийшов до влади незаконним шляхом, а в Криму нібито хочуть самостійно вирішувати долю півострова. Вже на першому так званому засіданні уряду Криму Аксьонов заявив, що звернувся до Владимира Путіна по допомогу, а дату референдуму перенесли на 30 березня. Я принял решение обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым. 2 березня Путін нібито бере дозвіл у Ради Федерації щодо використання військ на території України. Хоча насправді російські військові контролювали територію Криму ще з кінця лютого. Президент Росії весь цей час влаштовував спектакль для всього світу, а присутність російських військових на півострові визнав лише у квітні 2014 року. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Дату незаконного референдуму перенесли на 16 березня. На ньому винесли всього 2 питання – приєднання Криму до Росії на правах суб'єкта федерації або відновлення Конституції 1992 року зі збереженням Криму в складі України. Референдум, який проводили поспіхом, був лише картинкою для всього світу про нібито волевиявлення жителів Криму. Не дивлячись на заяви окупантів, явка була низькою, а голосування проводилось із порушеннями. Сколько вы нам по цифрам? А? Вы же каждые 2 часа считаете, сколько людей уже есть? Больше 50%. Это сколько человек? Ну, больше 50. А сколько у вас на участке зарегистрировано? 1800. Больше половины? Да. Ну, мы точно прям количество не можем сказать приблизительно, потому что мы только 8 будем подсчитывать. Ну, меньше половины. Ну, сколько вот здесь. Сколько было? На 6 часов, Ларис. Сейчас, сколько было на 6 часов примерно? Ну, процентов 20, вот так, 30 где-то, да? Нет, больше. Ну, может, да, чуть больше, но меньше половины намного пришло голосовать людей. Угу. Кто из вас неправду говорит? Теперь давайте расскажите, кто говорит неправду, как председатель. Без комментариев, я же сказала. Тоді журналіст телеканалу АТР зміг тричі отримати бюлетень для голосування на різних дільницях.
вот там образец заявления. Значит, пишите все то же самое, только, естественно, свою фамилию, имя, отчество. И когда доходите вот сюда до улицы, я вам скажу, как правильно написать, потому что у нас же здесь зарегистрирован другой адрес. А я сейчас пока вас вношу в список. Кримські татари так званий референдум бойкотували, а Меджліс заявив про невизнання результатів незаконного опитування. О том, что в условиях, когда на улицах войска, в условиях, когда полная правовая вакханалия, объявление хоть какого референдума, а также в отсутствии законодательства, это является действием дальнейшей дестабилизации ситуации в Крыму. 18 березня Путін, Аксьонов, Константінов та Чалий підписують угоду про нібито входження Криму та міста Севастополь до складу Росії. Але, як відомо, злочин не може породжувати право. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою так званий референдум не має законної сили і не може бути основою для будь-якої зміни статусу півострова. Сьогодні, 7 років по тому, міжнародна спільнота вкотре наголосила на своїй політиці невизнання окупації Криму Росією. Владислав Стужук, Ур'янець Томєрова, Заман, АТР. Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський опублікував пост у Твіттері, в якому запевнив, що влада докладає всіх зусиль для повернення окупованого півострова, а незаконний референдум, який організувала Росія в Криму, назвав фейковим. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Крим – це Україна. Україна запросила Словенію приєднатися до Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своїм словенським колегою Анже Логаром. Кулеба заявив, що ухвалена РНБО стратегія деокупації Криму складатиметься з 2 політичних блоків – внутрішнього і міжнародного. А Кримська платформа – ключовий елемент цієї стратегії. Безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи. 7 років після початку незаконної окупації Криму Російської Федерації, після всіх тих системних порушень прав людини, які вчинила Росія на окупованих територіях, це не лише політично і юридично, але і морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть історична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україна. Припинити окупацію Криму і звільнити українських політв'язнів закликав Росію державний секретар США Ентоні Блінкен. У 7-му річницю так званого референдуму на офіційному твіттер-акаунті посольства США у Києві з'явилося його повідомлення. У ньому він заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну окупацію Криму Росією. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. В російському міністерстві закордонних справ назвали Кримську платформу агресією проти Росії. Речниця установи Марія Захарова навіть пригрозила, що участь країн в перемовинах там сприйматимуть як недружній крок та навіть посягання на цілісність Росії. Вкотре множила брехні про насильницьку українізацію та порушення прав російськомовних в Україні, а анонсовану Кримську платформу назвала безсоромною зневагою до міжнародного права під наглядом західних кураторів. В українському МЗС вважають, що істерика країни-агресорки свідчить про правильність дій України.
Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики. Злодій не набуває законного права власності на викрадену їм річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не належить Крим і Севастополь. Кепкування з російських агентів. Цієї ночі невідомі розклеїли Києвом плакати з портретами російських дипломатів, які працюють в Україні, де вони ніби від першої особи називають Крим українським. Листівки з'явилися всюди, де живуть і працюють російські дипломати, а їх службові автівки прикрасили українськими тризубами. Такі ж постери з щирим невизнанням окупації хтось наклеїв біля інших дипломатичних представництв у Києві. Навпроти 10 посольств, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Молдови, Білорусі та інших. Колективне донесення на сусідів. Десяток жителів Зарічного Сімферопольського району записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Скаржаться на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або до військового полігону. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері та навіть угледіли американський слід. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны. Окупанти накрили артилерійським вогнем українські позиції поблизу Верхньоторецького та Водяного на Приазов'ї. Гатили з мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На підступах до Лебединського та Трудівського ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Обійшлося без втрат в лавах об'єднаних сил, а на всі 10 ворожих обстрілів відповідали вогнем. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Варто наголосити, що за даними СЦКК, більшість обстрілів позицій Збройних сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма» мая будет в эфире, в рамках которого мы обсуждаем основные новости сегодняшнего дня. Наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский референдум в Крыму в 2014 году фейковым и заверил, что власти Украины прилагают усилия для возвращения контроля над оккупированным полуостровом. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум в Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації і реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Служба безопасности Украины также напомнила, что 7 лет назад в Крыму состоялся непризнанный Украиной и мировым сообществом референдум. Там отметили, что референдум проходил под дулами автоматов. Кримський референдум під дулами автоматів став волевиявленням російських окупантів, але не українського народу. 16 березня 2014-го весь світ був свідком злочину, за який Росії обов'язково доведеться відповідати, тому що Крим – це Україна. Великобритания не признает результаты так называемого крымского референдума. Об этом на своей странице Twitter написала посол Великобритании в Украине Мелінда Сімонс. 7 років тому Росія провела фіктивний референдум, намагаючись узаконити свій незаконний контроль над Кримом. Британія ніколи не визнає цієї кричущої неповаги до українських і міжнародних норм. Наше послання залишається чітким. Росія має повернути Крим Україні. Государственный секретарь США Энтони Блинкен в 7-ю годовщину непризнанного миром референдума призвал Россию вернуть Украине контроль над оккупированными территориями и немедленно освободить всех политических заключенных. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. А вот российские власти утверждают, что исключают любую возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. В частности, по словам Пескова, так называемый референдум в Крыму якобы был законным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В то же время он исключил возможность нового референдума. Это будет являться нарушением основного закона Российской Федерации. Поскольку речь о нарушении основного закона РФ идти не может и не должно, то подобную даже эвентуальную возможность такой постановки вопроса мы не обсуждаем. Володимир Цибулько, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Салям алейкум. Витаю, салям алейкум. Пане Володимире, чего мы добились за последние 7 лет в направлении деоккупации полуострова? Ну, серед здобутків те, що під силу Україні, це економічна блокада і відключення електроенергії і води, але без тиску активістів, і в тому числі кримсько-татарських активістів, в першу чергу, навряд чи влада так швидко погодилася на ці дії. Далі, що змогла зробити країна в часи Порошенка, це провести цілий ряд успішних судів на міжнародних майданчиках по відновленню чи по компенсації втрат бізнесу на території Криму. За останні 1,5 роки активність щодо судових претензій по втраті активів українських зменшилася. Натомість створення Кримської платформи – це більше декларативна акція, яка повинна не стільки продемонструвати зусилля України, скільки показати глобальну солідарність з Україною. Але хочу нагадати, що глобальна солідарність з Україною, вона демонструвалася, і активність її в часи Порошенка була набагато вищою. Хочу нагадати, наприклад, що ініціатива Фонду відновлення Донбасу була підтримана
в першу чергу партнерами по нормандській четвірці, ну не Росією ж, звичайно, але французами і німцями, тобто готовність інвестувати в відновлення інфраструктури. І разом з тим, наприклад, були відверті невдачі, коли Україна не змогла нічого протиставити компанії Siemens, яка незаконно ввезла на окуповану територію України. Ну а насколько вот в результате вот этих всех шагов нам удалось утяжелить содержание Крыма для Кремля? Так, це поки що єдиний інструмент, який застосовує Україна, це фактично обтяження Росії, перетворення Криму в гирю, яка і потопить всю економіку Росії. Мені здається, що на тлі глобальних санкцій проти Російської Федерації завжди українській владі дорікали, що самі кримські санкції, вони не такі вагомі, вони не такі переконливі. Але Російську Федерацію, враховуючи те, що це авторитарний режим, і він під зовнішнім тиском тільки перетворювався в ще дикіший авторитаризм, ніж був на початку агресії проти України, російський режим як жаб потрібно варити повільно, щоб вона не вискочила. Тому гра ведеться на створення умов відставання технологічного і, по суті, вивалювання із великої двадцятки Російської Федерації. З великої сімки вона, 7 плюс формат, вона випала в зв'язку з агресією. Тепер наступне завдання – виключити Росію із глобального клубу, тобто 20 глобальних экономичных лидеров Украины. А что это дает? Вот насколько это сильный удар по России? Ну, исключат ее. Что дальше? Це перетворює Росію у відсталу Україну. Вже зараз, наприклад, експорт Російської Федерації зерновий і сільськогосподарський перевищує вдвічі, навіть втричі вже експорт озброєнь. А колись експорт озброєнь був одним із головних продуктів експортних Російської Федерації. Тобто Росія перетворюється із доволі технологічної країни в країну з більше аграрним ухилом, просто ресурсною країною, яка або експлуатує надра, або експлуатує, так би мовити, землю. Росія, найголовніше, що Росія усувається з збройних ринків, Росія видавлюється навіть із цивілізованих ринків вуглеводнів. Хочу нагадати, що, наприклад, на початку російської агресії деякі країни Європи залежали від російського газу і нафти, а газ – це невелика частина. Алло? Експорті газу в рік, останні роки. А на експорті нафти в 10 разів більше. Тому десь 120, 140, 120 миллиардов. А что это значит для экономики? А что это значит для экономики России? Насколько это является мощным ударом? И как долго еще может хватить ресурс России? Дивіться, російський бюджет відсотків на 67 формується із експорту вуглеводнів. Тобто, якщо в Україні є така глобальна залежність від атомної енергетики, коли в Україні більше 60% генерується електроенергії на ядерних станціях, то російський експорт залежить, в Україні, до речі, більш диверсифікований експорт, але все-таки, знову ж таки, в українському експорті зерно і сільгосппродукція складає тепер левову частку. А в Росії це, в Україні метал, газохімія, міндобрива і сільгоспродукція. В Росії це нафта, нафтопродукти, газ, озброєння і продукція сільського господарства. Вот вы упоминали Крымскую платформу. Сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что
Он уже пригласил главу МИД Словении, с которым он провел сегодня встречу, принять участие Словению в Крымской платформе. Давайте послушаем эту цитату и обсудим с вами Крымскую платформу и ее перспективы. Цей план заходів складатиметься з двох блоків. Перший – це внутрішня політика, і друге – це те, що треба зробити у зовнішній політиці. І за міжнародний аспект буде відповідати Міністерство закордонних справ. Ну и в частности он сказал, что стратегия деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма будет состоять из двух блоков, что мы услышали с вами выше. Ну а Россия, вы наверняка слышали вчерашнее заявление Захаровой, и она сказала, что любые действия Киева по возврату себе контроля над полуостровом Крым являются нелегитимными и будет воспринято как угроза территориальной целостности России, посягательство на ее территориальную целостность. Но насколько можно серьезно воспринимать эти заявления? Росія країна-злочинець, не хуліган, а злочинець. І коли весь світ іде в ногу, то Росія, виявляється, йде, точніше, весь світ не в ногу, тільки Росія в ногу. Це виглядає комічно. Росія справді виглядає доволі комічно, але тим не менше доволі загрозливо. Тобто це така поведінка, колись Османську імперію називали хворою людиною Європи. Тепер хворою людиною Європи є Росія, оскільки вона займає величезну частину європейської території, але разом з тим поводиться зовсім нецивілізовано. І поки існує Путін і путінський режим, від Росії нічого чекати доброго не варто. Тому проти Росії мусять застосовуватися досить жорсткі санкції по видавлюванню її, скажімо так, по неможливості створити Росією реальних загроз як на ринках енергетичних. Колись Росію пробували перетворити в енергетичну імперію, яка гнула б свої порядки, принаймні на європейському ринку. За період протистояння з Україною більшість європейських країн диверсифікували джерела своїх енергоресурсів, і зараз жодна країна Європи не залежить жорстко від російської нафти чи газу. Це легко диверсифікується, легко переключається. Основні шляхи транзиту Каспійської нафти і газу тепер здійснюються через Туреччину. І Туреччина виступає більш гарантованим транзитером для Європи і нафти і газу, особливо для Південної Європи. Разом з тим ми бачимо, наскільки складним завданням є партнерів України по Нормандській четвірці розіграти оцей російський гамбіт. В чому справа? За період введення санкцій проти Росії німецька і французька економічна присутність на російських ринках зростала. Вона з моменту початку окупації проти України зросла приблизно на 15% і Німеччини, і Франції. За цей час Франція встигла викупити, наприклад, автозавод ВАЗ, французькі компанії. Тепер це вже французький холдинг. Разом з тим 5 тисяч компаній німецьких, які присутні на російському ринку, вони ж ніде не дівалися. І вони все-таки мріють про відновлення експорту в Росію. Хоча купівельна спроможність Росії, російських компаній не така висока на сьогоднішній день. Взагалі торгівля. Коли українці кажуть, що Європа мало робить для України, то хочу сказати таку річ. Торгівля з моменту агресії проти України, торгівля Європейського Союзу провідних країн Європейського Союзу із Росією скоротилася вдвічі. Уявіть собі, від 480 мільярдів євро до 240-220 навіть мільярдів євро. Уявляєте, вдвічі скоротилася економічна активність. Це дуже це вражаючі показники. Да, ну и плюс, получается, эти страны бьют сами по себе в том числе. Росіяни насправді, скажімо так, Європа дуже швидко диверсифікувала ринки.
вона переключилась на інші ринки, і там, де є скорочення із Росією, це все компенсувалося на інших ринках. Європа демократія, Європа гнучка, Європа підготовлена. Європейські компанії дуже швидко міняють номенклатуру продукції, аби тільки заробляти на всіх можливих ринках. Да, но при всем при этом они не отказываются от строительства Северного потока-2, и Германия всячески пытается даже договориться с новой администрацией США, чтобы те дали им возможность достроить Северный поток-2. Как тогда объяснить это? От я власне про це заговорив на початках, що найскладніше якраз нашим партнерам по Нормандській четвірці, бо їхня економіка, вона все далі і далі заглиблюється в Росію, вона займає ці плацдарми, розширюється там, але це значить, що політики французькі і німецькі будуть грати за правилами свого бізнесу. Тобто політики не можуть всупереч волі бізнесу жорстко протистояти їхнім можливостям завоювання російських ринків. От в чому є складність. І коли ми хочемо чогось неймовірного і швидкого, насправді швидкий шлях для досягнення національних цілей українських, тобто відновлення території, це важка кровопролитна війна. Інший шлях – це шлях дипломатії, економічного тиску. І, як ми бачимо, Радянський Союз розпався не внаслідок війни, Радянський Союз розпався внаслідок санкцій. Росія зараз дуже крихка держава, вона, треба розуміти, внутрішні процеси в Росії, які на поверхню російське телебачення, російські медіа не дуже виносять, але виносять економісти в першу чергу, тому що про політичний процес в авторитарному режимі ніхто не говорить. Але найкраще демонструють оці всі, скажімо, хиткість ситуації Росії саме економісти. Хочу нагадати, що десь 70 суб'єктів Федерації Російської закредитовані більше ніж на 100%. Є області, які на 250% закредитовані відносно валового продукту. І в цій ситуації, це вже було з 2011 року, економіка Росії вже, можна сказати, 10 років економіка Росії не росте. Вона не росла до 2013 року, до 2014, і потім агресія проти України, захоплення Криму, і оці всі демонстративні акції з побудовою мосту, з варварським абсолютно нищенням пам'яток Криму і будівництвом інфраструктури Криму, яка за якістю своєю вона, от ми пригадуємо цю автодорогу Тавріда, називають дорогою смерті, тому що там постійно за відсутності знаків розділових, за відсутності світлофорів стаються постійно така кількість аварій, що це просто на нормальних дорогах так не трапляється. Не кажучи вже про розграбування курганів і всього іншого. Скільки там чорні археологи попрацювали, це просто Крим випотрошили під виглядом будівництва доріг і нового житла і ще чогось. Это правда, Пане Володимир, у нас просто ограниченное эфирное время, к сожалению. Я хочу успеть еще обсудить несколько вопросов и тем, в частности, успеть обсудить еще одну оккупированную территорию, а именно Донбасс, и подключить к нашему эфиру сейчас Алексея Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Олексію, вітаю вас. Салям алейкум. Салям алейкум. Да, советник главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Арестович уверяет, что план Франции и Германии по регулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне нормандского формата не уникальный по содержанию, но он уже готов и есть. Давайте послушаем весь его. Цитату Алексея Арестовича я попрошу вывести нашего редактора.
Цей план – це ніщо інше, як спроба прив'язати до календаря конкретні дії для виконання угод, досягнутих в нормандському і мінському форматах. Тільки ця пропозиція вже французької та німецької сторін, з невеликими правками з нашого боку. З ініціативи Франції та Німеччини були представлені так звані кластери перемир'я. Вони не сильно відрізняються і є розвитком всіх тих домовленостей, які були раніше досягнуті в межах нормандського і мінського форматів. Там нічого принципового нового немає і тим більше немає перетину червоних ліній. Что касается ситуации на Донбассе, Москва готова защищать безопасность русскоязычных жителей. На вопрос о том, готова ли Россия нанести военный удар по подконтрольным Украине территории при эскалации на Донбассе, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал это и призвал ориентироваться на официальные заявления. Вы обращаете внимание на публикации в российских СМИ, но все-таки ориентируйтесь на официальное высказывание и всегда исходите из того, что России очень важна безопасность людей Донбасса, которые говорят на русском языке. Пане Олексію, мы в курсе вообще, что это за план, о котором говорит Алексей Арестович, и что он, собственно, предусматривает? Ну, з приводу цих кластерів, що він каже, з приводу цих нових старих домовленостей. Ви знаєте, по великому рахунку, незважаючи на те, що він займає дуже поважну посаду зараз в тристоронній контактній групі, я би не відносився серйозно до того, що кажуть Олексій Арестович, бо він змінює свою позицію. Но это же официальное лицо. Ну, офіційно, ви знаєте, я думаю, що в цьому випадку він висловлює свою позицію, бо ну, давайте пригадаємо, що казав Кравчук ще нещодавно. Що зараз каже Кравчук? Що нема шляха мирного вирішення питання на Донбасі, тому що Росія не йде ні на які перемовини. Це каже керівник трьохсторонньої контактної групи. Но помните, на прошлой неделе Ермак говорил о том, что вот такой же план есть, он разработан Германией и Францией, доработан Украиной и ждет всего лишь подтверждения со стороны России. Розумієте, Германія, спочатку Франція, потім Германія, нам вже пропонували різні плани Штайнмайєра, ну і так далі. Тобто, я думаю, що ці плани, вони полягають в тому, що ні Германія, ні Франція не хоче, щоб почалась якась ескалація, велика ескалація в Україні з Російською Федерацією. Бо їм треба буде в це втручатися. А вони в цьому не зацікавлені. А така угроза є, по-вашому? Я вважаю, що в цій групі, в групі, де Україна, Франція і Німеччина, ну, в нас союзники тільки один – це Сполучені Штати. А есть такая угроза полномасштабного вторжения России в Украину и такая вот серьезная эскалация на Востоке? Ну, по-перше, ескалація вже почалась. Я кожен ранок розмовляю з хлопцями, і та інформація, яку я отримую, вона відрізняється від тої інформації, яка є офіційною. Там зараз ведуться бойові дії, які можна порівняти з приблизно 15 роком. По-друге, ви тільки що процитували Пескова. Ну, це починалося з того, що вони хочуть захистити рускоязичне населення. Тому, якщо він це вже каже, ну, це вже не сигнал, це вже дзвони дзвонять. А почему? Почему вдруг они могут пойти на эту эскалацию? Я думаю, що ескалація буде не в Донбасі. Справа в тому, що в Криму майже не залишилось води. Води не вистачає не для мешканців Криму, води не вистачає для військових, яких тут там велика кількість. Це непотопляємий авіаносець, як вони називають. Це велика військова база Російської Федерації. Тому води не вистачає саме на ці бази. І якщо вода закінчиться, вони не будуть, вони в пляшках не привезуть воду, щоб нагодувати всю інфраструктуру. Їм треба буде прибувати коридор до нашого водоканалу. І це буде, скоріш за все, ескалація на... Пане Володимир, а вы допускаете такой вариант? Или, возможно, будет ли через Донбасс и через эскалацию на Донбассе давить Кремль на Украину, чтобы Украина пошла на какие-то компромиссы в виде открытия доступа воды через Северокрымский канал в Крым? Ви знаєте, мені здається, що Путін дещо окрилений успіхом переговорів із Сполученими Штатами
плані ракет середньої і малої дальності, яку Байден без корекції підписав. І це його так надихнуло, що він тепер починає бомбити Сполучені Штати всякими ініціативами кліматичними, там іншими. Тобто він пробує вийти на прямі перемовини. І ескалація в Україні – це один із елементів підштовхування американської сторони до швидшого контакту. Ресурсів реальних для великої війни в Путіна немає, економіка валиться, і економіка, я б сказав, в більш ніж складному стані. Тобто будь-яка жорстка... От ми чекаємо, Путіну адміністрація американська дала після цих символічних санкцій 3 місяці на те, щоб він схаменувся і зробив якусь корекцію своєї політики. Тому він пробує якраз зіграти на підвищення ставок, що він зробить аж занадто великі поступки, наприклад, в українському боці. На українському напрямку. Скажу інше. Україна стійка по своєму характеру, і українська економіка адаптувалася до цих умов, не дивлячись на цей дикунський менеджмент імені Зеленського. Але, принаймні, ми знаємо рецепти, як цьому всьому протистояти. Виживати без Росії, освоювати нові ринки, нові види продукції. І попри все, наприклад, попри провал держоборонзамовлення, все одно військово-промисловий комплекс український досить стійкий. Мало того, тут ще й відкладений попит може дати нам якесь зростання. Нам є що протиставити і є чим протистояти самим, але чому я кажу, що великої ескалації не буде? Тому що Путін прекрасно розуміє, що в даному випадку з обранням Джозефа Байдена воює не Україна, воює цивілізований світ. І Путін воює не з Україною особисто. Україна стала частиною західного світу. Що б хто не казав, особливо медведчуківські шавки всілякі, Україна вже є частиною західного світу. Пане Олексію. Важко не погодитись. Я підписуюсь під цими словами. Дійсно, ми самі цього не усвідомлюючи, ми стали частиною західного світу, і повномасштабна війна, вона можлива, бо якщо Путін, якщо його дотиснуть до краю, йому не буде що робити, я думаю, що він може на це піти. Але давайте подумаємо, як дорослі люди. От зараз було багато розмов про те, що там ще заплатили дуже великі гроші за снаряди, які ми отримали там для наших гармат. Пригадайте, скільки стоїть один снаряд? Пригадали? 5000 євро. Один снаряд. Ви розумієте, скільки коштує війна? А тепер порахуйте, скільки треба грошей дати якомусь чиновнику в порівнянні зі снарядами, щоб він робив якісь дії, називаємо його навіть шпигуном, на користь Російської Федерації. Це ящик снарядів. Це набагато вигідніше вести війну, використовуючи людей. Я не хочу нікого звинуватити, ще таких, наприклад, як от ви приводили приклад людей, яких ми цитували. Гібридна війна? Вона така була завжди. Завжди працювали. Всі ж там 17 днів весни дивилися, всі там захопилися Штірліцем, всім подобали шпіони. Це взагалі, це було постійно. Але будь-яка війна, вона гібридна. Але інколи домінує бойова складова. Давайте, наприклад, візьмемо маленький приклад, півхвилини, Велику Британію. В них є танкові війська. У них танків в 10 разів менше, ніж в Україні. До речі, жодний танк ніхто не зміг підбити. Але вони збираються відмовитися взагалі від танків як зброєння. Тому що вони вважають, що краще ці гроші, які вони витрачають на утримання танкової групировки, 200 з копійками танків, спрямувати на інформаційну безпеку Великої Британії. Розумієте? Тобто всі генерали, як кажуть, готуються до
війни, яка минула. Ну, пригадайте Другу світову, Гударян, танкові групи і конна армія Будьонного. Ну що це? Ну як це? Пане Володимире, ви щось хотіли додати? Так, я хотів якраз в доповнення слів Олексія сказати таку важливу річ, що коли ми хочемо, щоб нас підтримували, то ми повинні робити дуже, скажімо так, жорсткі санітарні дії по оздоровленню Збройних сил, по оздоровленню оборонного сектора. Дивіться, 7 тисяч силовиків в Криму перейшло на бік ворога. Хто із керівництва цих силовиків був покараний? Де була контррозвідка? Де була Служба безпеки? Тобто жоден із тих керівників, хто приймав цих людей, хто керував цими людьми, хто в них не побачив зрадників, залишились непокараними. Жоден. Для того, щоб большинство из них то ли осталось в Крыму, то ли просто сбежало в Россию. Их физически привлечь к ответственности сложно. Але в них були керівники в центральних органах влади. Тепер дехто з них ходить, гордо блискає депутатськими значками. Чому по них розслідування ніякого не велося? Коли ми хочемо, дайте нам джавеліни, американці кажуть, заберіть агентуру російську Збройних сил, а потім будуть вам джавеліни. Ви розумієте, коли у нас працює міністром оборони громадянин Російської Федерації, з якою у нас є певні питання, а ми цього не помічаємо. Якщо в нас в Службі безпеки працюють відверті російські агенти, ми цього не помічаємо. А потім дивимося, як це так сталося. Так отак і сталося. Зараз вийде фільм про вагнерівців. У нас зірвалася дуже важлива така операція, яка могла вийти в історію. В підручники по розвідці. Зірвалася операція, бо була витік інформації був десь з вищого ешелону власті. Не хотів ображати когось там, чи це було з кабінету президента, чи там хто якісь причини називати. Ну це витяг був з вищих штабелів нашої влади. Там є люди, які не просто проти України, вони відверто працюють на ворога. А потім ми дивимося, чому тому що треба цим займатися, треба будувати контррозвідку, треба будувати контрдиверсійні групи, треба займатися, це раніше називалось політична підготовка, це треба займатися цим в Збройних силах і взагалі на телебаченні не... Пробачте, що за емоції, але це болить, тому що ми бачимо, скільки людей зраджують, і ми розуміємо, що ці люди, які зараз начебто кажуть про українські гасла, як ви вважаєте, оці люди, наприклад, Медведчук, якщо зайдуть російські танки десь, борони Божа, десь в Чернігів, він підніме триколор чи візьме калаш в руки? Ось що він зробить? Як ви вважаєте? По-моєму, відповідь очевиден. Це риторичний вопрос. Ми це знаємо. Але він продовжує бути депутатом, продовжує працювати, ходить на ефіри, щось розповідає. Дякувати Богу, закрили. Це хочу подякувати. Це, не знаю, Зеленський сам придумав, чи йому підказали, але це... Хоча у нього такі половинчаті, дуже такі дії. Він з одного боку закриває канали, тому що вони співпрацюють з терористами, а з іншого боку жодних кримінальних справ це ж, пробачте, це має бути відкрите кримінальне провадження. Может, просто пора уже спустя 7 лет принять закон о коллаборантах хотя бы? Ви знаєте, його треба прийняти, але я думаю, що це краще пан Цибулько скаже, бо його треба прийняти, але це просто закон про колаборантів, просто закон, називається закон про колаборантів. Це дуже погано. Це має бути закон про колаборантів, який забезпечить нашу боротьбу з колаборацією, забезпечить так, щоб не постраждали невинні, щоб це було проработане, нормальне, а це влада така сьогодні, там такі фахівці, що вони, на жаль, цього, вони, знаєте що, я коли дивлюсь на роботу цієї молодої, вони там, нової команди, мені хочеться сказати, хлопці, нічого не робити. Ми знаємо, що ви нічого не вмієте, краще нічого не робити, менше нашкодити, просто нічого не робити.
Це моя така особа. Дякую, пане Олексію. Чохсаголос. Пане Володимире, почекайте, будь ласка, ми попрощаємося з паном Олексієм. Дуже дякуємо вам, пане Олексію. Чохсаголос, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Воно болить, тим більше. Так, я розумію. У нас теж болить. Так, я розумію. Дякую дуже, пане Олексію. Чохсаголос. Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, я слушаю вас. Пане Володимире, чуєте? Так, так. Да, вы хотели добавить реплику, я вас слушаю, если нет, то я пойду дальше на другую тему перейду. Насправді ситуація ж в іншому. Ситуація в тому, що, наприклад, призначені Зеленським люди, наприклад, комітет по розвідці, супроводжувалося зливом не одного випадку з вагнерівцями, а цілих 3. І ніяких розслідувань в цьому плані не ведеться. Жодну людину не відсторонили навіть тимчасово від виконання повноважень. Це означає, що нам схарчовують такі імітаційні управлінські дії, імітаційну боротьбу за державу. А тим часом в суспільстві ж довіра ні до Зеленського, ні до його команди не зростає. Люди все більше підозрюють, що він лицемірить, хоча і вдає себе за деякими діями, нібито вже такого державника. США мы несколько раз с вами упоминали. Вот вы наверняка видели, вчера американское издание The Washington Post написало такую заметку, где отметила, что администрация нового президента США Байдена откладывает свой телефонный разговор с Зеленским, ожидая от него больших усилий в борьбе с коррупцией, от Украины в борьбе с коррупцией, ряда реформ и поддержки уголовных обвинений против олигарха Коломойского. Давайте послушаем их цитату. Нова адміністрація США намагається спонукати Зеленського боротися з повальною корупцією в його власній країні, що життєво важливо для стабілізації її економіки та збереження її хиткої незалежності від Росії. Зеленський, колишній актор і політичний неофіт, був обраний у 2019 році з обіцянками боротися з олігархами, брудними суддями і мафіозними мережами, що існують в Україні з моменту здобуття нею незалежності від Радянського Союзу. Але минулого року він відступив, звільнивши реформаторів зі свого уряду і президента Центрального банку, загальмувавши судові реформи і заходи проти олігархів. Глава МИД Дмитрий Кулеба ответил на редакционную колонку из Вашингтон-Пост о том, что администрация президента США Байдена откладывает разговор с Зеленским и ожидает от него реформ. Редакційна колегія «Вашингтон-Пост» безсумнівно має право на власний погляд, так само як українські журналісти мають право на власні погляди. Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події. Сигнали, які ми отримуємо від американської сторони після ухвалення цих рішень, діаметрально протилежні припущенням американських і українських журналістів. Наші партнери вважають їх довгоочікуваними кроками, які демонструють відданість керівництва України реформам. Ігор Тодоров, професор кафедри міжнародних студій Ужгородського національного університету, приєднується до нас. Пане Ігорю, вітаю вас. Салям алейкум. Алейкум ассалям. Пане Ігорю. Тільки Ігор Тодоров. Не Тодоров, а Тодоров. Тодоров, добре. Дякую. Пане Игорю, ну что ж, как вы думаете, является ли таким негативным звоночком, сигналом то, что до сих пор не состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом? Если так, то что ждут американцы сегодня от Украины? Дякую дуже за питання. Передусім, я хочу прокоментувати коментар нашого міністра закордонних справ. Він абсолютно правильно каже, він дипломат. Але я дозволю дещо не погодитися стосовно того, що відсутність такого прямого контакту з новообраним американським президентом, вже скоро буде 2 місяці, як він пройшов інавгурацію, це викликає певне занепокоєння. З одного боку, ми чуємо чудові сигнали щодо
підтримки наших дій по санкціям відносно Медведчука, телеканалів відповідних, підтримка України в боротьбі за територіальну цілісність в річницю Дня Криму, солідарності з Кримом. Це все добре, але відсутність такого прямого контакту якраз, мабуть, натякає на те, про що напряму написали в газеті «Вашингтон-Пост». Тобто багато слів, санкції проти Коломойського введені, через тиждень, навіть більше, президент таки згадав прізвище Коломойського. Все це можна пояснити, але це не вписується в однозначну таку лінію Сполучених Штатів. Тобто або. Якщо такого не відбувається, то і поки що нема про що говорити. Тобто оці чудові реляції прес-секретарки президента про такі фантастичні успіхи в боротьбі з корупцією, все це бачать і чують в Сполучених Штатах, і, я думаю, оцінюють адекватно. Тому, поки не будуть якихось конкретних кроків, помітних, то розраховувати на такий прямий телефонний контакт, мабуть, недоречно. Пане Володимире, а ви як думаєте, коли нам ждать такого телефонного розговору? Дивіться, Україна ж абсолютно парадоксальна країна. Через 2 дні після інаугурації президента Байдена українська прокуратура відкриває справу проти Байдена і Порошенка. Ну, після того ви хочете, щоб з Україною хтось мав справу? Чи Зеленський зробив оргвисновки по тих людях, що прилаштували? Ну, я не впевнений, що це без його відома робило. Тобто американці такого кокетування не розуміють. Це з Росією можна кокетувати так. Американці більш відповідальна країна, і політичний клас американський більш відповідальний. Україні чітко демонструють її місце в колі цивілізованих західних країн. Україна стає частиною Заходу, і саме від українського політикуму вимагається зробити безсумнівні кроки назустріч цим пропозиціям. А Зеленський почав з ревізії політики Порошенка. Він почав розвертати країну, якщо не в проросійський бік, то в міжчастя, скажімо так, підвішувати країну без вибору, створювати незрозумілу ні для військових, ні для політичного класу ситуацію. Куди ми рухаємося? Якою є цілі політичні країни? Хоча він не ревізував принципово, наприклад, вибір України, який в часи Порошенка був внесений в Конституцію, мається на увазі ЄС і НАТО. Але він уповільнив кроки в бік Європи, уповільнив кроки в бік НАТО і зробив кілька поступок Росії, що зразу насторожило наших партнерів на Заході. Тому йому чітко дають час, аби він став на зрозумілу лінію, прогнозовану лінію поведінки. Дякую дуже. Пане Володимире, Чохсагол, Володимир Цибулько, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, дуже дякую вам. Спасибо большое, что подключились к нам в ефір. Ігор Тодоров був з нами на прямому зв'язку, професор кафедри міжнародних студій Ужгородського національного университету. Ну а я с вами прощаюсь, но вы оставайтесь первым крымстарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир продолжает информационная программа «Заман». А далее в этой студии вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм». Не пропустите, Коршкевич.
7 років тому, 27 лютого, російські військові захопили будівлі Ради міністрів та Верховної Ради Криму, над якими були встановлені російські прапори. В той же день на позачерговій сесії парламенту прем'єр-міністром Криму був призначений лідер Руського єдинства Сергій Аксьонов. А на 25 травня 2014 року окупанти запланували референдум нібито з питання державної самостійності Криму. На внеочередном пленарном заседании мы приняли решение о проведении 25 мая всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений. Так звана влада Криму пояснювала це тим, що уряд у Києві прийшов до влади незаконним шляхом, а в Криму нібито хочуть самостійно вирішувати долю півострова. Вже на першому так званому засіданні уряду Криму Аксьонов заявив, що звернувся до Владимира Путіна по допомогу, а дату референдуму перенесли на 30 березня. Я принял решение обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым. 2 березня Путін нібито бере дозвіл у Ради Федерації щодо використання військ на території України. Хоча насправді російські військові контролювали територію Криму ще з кінця лютого. Президент Росії весь цей час влаштовував спектакль для всього світу, а присутність російських військових на півострові визнав лише у квітні 2014 року. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Дату незаконного референдуму перенесли на 16 березня. На ньому винесли всього 2 питання – приєднання Криму до Росії на правах суб'єкта Федерації або відновлення Конституції 1992 року зі збереженням Криму в складі України. Референдум, який проводили поспіхом, був лише картинкою для всього світу про нібито волевиявлення жителів Криму. Не дивлячись на заяви окупантів, явка була низькою, а голосування проводилось із порушеннями. Сколько нам по цифрам? А? Вы же каждые 2 часа считаете, сколько людей уже есть? Больше 50%. Это сколько человек? Ну, больше 50. Сколько у вас на участке зарегистрировано? 1800. Больше половины? Да. Ну, мы точно прям количество не можем сказать приблизительно, потому что мы только 8 будем подсчитывать. Ну, меньше половины. Ну, сколько вот здесь. На 6 часов, Ларис. Сейчас, сколько было на 6 часов примерно? Ну, 20%, вот так, 30 где-то, да? Нет, больше. Ну, может, да, чуть больше, но меньше половины намного пришло голосовать людей. Угу. Кто из вас неправду говорит? Теперь давайте расскажите, кто говорит неправду, как председатель. Без комментариев, я же сказала. Тоді журналіст телеканалу АТР зміг тричі отримати бюлетень для голосування на різних дільницях. Вот там образец заявления. Значит, пишите все то же самое, только, ну, естественно, свою фамилию, имя, отчество. И когда доходите вот сюда до улицы, я вам скажу, как правильно написать, потому что у нас же здесь зарегистрирован другой адрес. А я сейчас пока вас вношу в список. Кримські татари так званий референдум бойкотували, а Меджліс заявив про невизнання результатів незаконного опитування. О том, что в условиях, когда на улицах войска, в условиях, когда полная правовая вакханалия, объявление хоть какого референдума, а также в отсутствии законодательства, это является действием дальнейшей дестабилизации ситуации в Крыму.
18 березня Путін, Аксьонов, Константінов та Чалий підписують угоду про нібито входження Криму та міста Севастополь до складу Росії. Але, як відомо, злочин не може породжувати право. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, згідно з якою так званий референдум не має законної сили і не може бути основою для будь-якої зміни статусу півострова. Сьогодні, 7 років по тому, міжнародна спільнота вкотре наголосила на своїй політиці невизнання окупації Криму Росією. Владислав Стужук, Ур'янець Томєрова, Заман, АТР. Об'єднуємо світ на базі Кримської платформи. Президент України Володимир Зеленський опублікував пост у Твіттері, в якому запевнив, що влада докладає всіх зусиль для повернення окупованого півострова, а незаконний референдум, який організувала Росія в Криму, назвав фейковим. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Крим – це Україна. Україна запросила Словенію приєднатися до Кримської платформи. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільного брифінгу зі своїм словенським колегою Анже Логаром. Кулеба заявив, що ухвалена РНБО стратегія деокупації Криму складатиметься з 2 політичних блоків – внутрішнього і міжнародного. А Кримська платформа – ключовий елемент цієї стратегії. Безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи. 7 років після початку незаконної окупації Криму Російської Федерації, після всіх тих системних порушень прав людини, які вчинила Росія на окупованих територіях, це не лише політично і юридично, але і морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть історична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україна. Припинити окупацію Криму і звільнити українських політв'язнів закликав Росію державний секретар США Ентоні Блінкен. У 7-му річницю так званого референдуму на офіційному твіттер-акаунті посольства США у Києві з'явилося його повідомлення. У ньому він заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають незаконну окупацію Криму Росією. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. В російському міністерстві закордонних справ назвали Кримську платформу агресією проти Росії. Речниця установи Марія Захарова навіть пригрозила, що участь країн в перемовинах там сприйматимуть як недружній крок та навіть посягання на цілісність Росії. Вкотре множила брехні про насильницьку українізацію та порушення прав російськомовних в Україні, а анонсовану Кримську платформу назвала безсоромною зневагою до міжнародного права під наглядом західних кураторів. В українському МЗС вважають, що істерика країни-агресорки свідчить про правильність дій України. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики. Злодій не набуває законного права власності на викрадену їм річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не належить Крим і Севастополь. Кепкування з російських агентів. Цієї ночі невідомі розклеїли Києвом плакати з портретами російських дипломатів, які працюють в Україні, де вони ніби від першої особи називають Крим українським. Листівки з'явилися всюди, де живуть і працюють російські дипломати, а їх службові автівки прикрасили українськими тризубами. Такі ж постери з щирим невизнанням окупації хтось наклеїв біля інших дипломатичних представництв у Києві.
Росії, навпроти 10 посольств, зокрема Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Молдови, Білорусі та інших. Колективне донесення на сусідів. Десяток жителів Зарічного Сімферопольського району записали відеозвернення до окупаційного ФСБ. Скаржаться на своїх односельчан, які не хочуть, щоб через їх ділянки проходила швидкісна магістраль. Під час будівництва нової траси окупаційна влада планує знести весь центр села і десятки садиб. Люди обурюються, бо ж не вірять в компенсації від окупантів та й віддавати оселі під знесення не бажають. Вони запропонували прокласти дорогу в обхід ближче до Аянського водосховища або до військового полігону. Доносчики ж назвали їх зрадниками, які ведуть антиросійську пропаганду через спільноту села у Вайбері та навіть угледіли американський слід. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны. Окупанти накрили артилерійським вогнем українські позиції поблизу Верхньоторецького та Водяного на Приазов'ї. Гатили з мінометів 82-го та 120-го калібру, а також з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. На підступах до Лебединського та Трудівського ворог бив з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Обійшлося без втрат в лавах об'єднаних сил, а на всі 10 ворожих обстрілів відповідали вогнем. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території. Варто наголосити, що за даними СЦКК, більшість обстрілів позицій Збройних сил України здійснюється з метою провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь. Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші. Про всі порушення з боку окупантів українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР, но Prime необычно, уже больше месяца. Телеканал АТР выходит в режиме необычном, когда мы делали полноценные выпуски новостей, эфиры на разные темы. И как бы работали с вниманием своей перспективы. Но сегодня мы работаем в рамках марафона Save АТР «Голос Крыма» мая будто в эфире. Уже я не помню, какой день, что-то не считали как-то, не думали, что это затянется в такую шизу уйдет. Это хуже гораздо, чем прошлый год. За нас взялись очень серьезно. Вот. В прошлом году как-то придумывали, как нас закрыть, но до конца не придумали. В этом году вцепились так, что не реагируют ни на международные инстанции, ни на Евросоюз, ни на резолюции никакие, ни на каких иностранных партнеров. Ведут себя просто вот так вот по-советски, по-настоящему, по отношению к крымским татарам, о которых я даже говорить ничего не буду. Вот. Сегодня у нас годовщина начала нового витка нашей трагедии, ну, не совсем там возвращение, так сказать, империи,
когда они провели так называемый референдум. Все новости вы смотрели. Телеканал АТР был единственным каналом, который снимал это все от начала и до конца. И мы задокументировали все это. Вот у меня в гостях человек, который тоже занимается и искусством, и документальным кино, и всем чем угодно. Это совершенно потрясающий человек, один из лучших людей, которых я видел вообще в своей жизни. Катерина Степанкова, Селям алейкум. Селям. Вот. И мы видели все эти кадры. Эти кадры, вот то, что сейчас видите на экране, видели на экране в новостях, это наши ребята снимали, как там в эти прозрачные, они же играли в демократии, урны были украинские, прозрачные. Я все смотрела да, по вашему онлайн, каналу. Да. Тогда наш сигнал транслировали CNN, ABC, да. Кто угодно. Вот, и это просто доказательство. С этим просто бери и иди в любой международный суд. Это нюрнбергский материал. Таких материалов у нас в архиве, на наших серверах, там, я не знаю, километры, часы, десятки часов живой работы. Этот материал чудом сберегся с флешкой. Знаешь почему? Шевкет Набатулаев написал, они же снимали, их потом подсекло 2 джипа, гражданские, ФСБшники. И они флешку нажали и выкинули ее под коврик на машине. А потом они начали обыскивать, говорят, где флешка? Типа не тупые были. Говорят, да мы в прямой эфир выходили, мы ничего не записывали. И этот материал остался только благодаря флешке. Вот, когда вот они подтасовки эти, и когда Мустафа Джамилев сказал, что у него спросили, что все время спрашивают про референдум, типа, он говорит, там реально голосовало там, до 34%. Голосовало всего, не то, что там за или против, а всего. Люди сидели дома в основном. Все ждали, то есть решил русский танк. Это все была иллюстрация. Это, по сути дела, это вот полный приговор вообще, ну, это это фиксация международных преступлений. С этими документами, да, какие там суды, Гага, любые другие. Потом будет, конечно, специальный трибунал. Это обычным судом такое не судится. Но я к тому, что вот уничтожение АТР, я сегодня об этом подумал, как раз в этот день, когда эти кадры Шевкета в Фейсбуке увидел, что это, в принципе, это называется убрать свидетеля. Да. Понимаешь? Да. Мы это все видели. Не я тогда еще не работал в АТР, я только приезжал. А ребята это все видели. Тогда в эти дни мартовские я созванивалась со своей близкой родственницей, которая живет в Севастополе. Она взрослая женщина. И, то есть был такой живой дайджест, они носили туда на Фиолент, они носили продукты, носили воду. И я спрашивала ее, когда все ближе и ближе, ну, то есть понятно было, что это все по накату идет. І Оля кричала мені в трубку: Катя, вона україномовна людина, Катя, де кримські татари, я бачу, де українці, куди мені бігти? В мене забирають батьківщину. Вона прожила в Криму всю жизнь. Туда приехала ее мама. И вот эту фразу, де кримські татари, я бачу, де українці. Ну, давай честно скажем, Украины там не было в политическом смысле. Она, даже если жили там где-то, ну, большое количество этничных украинцев жило, да, там и живет до сих пор. Но политически там был русский мир, который там вытравляли все украинское, чем только могли и как только могли. И мы-то просто за это... Понимаешь, в мирные годы никто же ни о чем не думает. У нас сейчас все говорят, да какая разница, как улица называется, да? Ну, это как вот Вася, вот он из Свердловска приехал, а я, допустим, из Херсона приехал. Ну, мы же все равно там братья, да? Ну, эти ходят какие-то непонятные татары, ну, непонятном языке, что-то. Ну, в принципе, тоже с ними можно жить, вроде как они никого не перерезали, да и бог с ним, пусть живут пока, вот. И как бы вот это все, вот это в маразме жили, понимаешь? Вот. Нет, на самом деле, то, что сразу же не были возвращены крымско-татарские названия, и греческие, которые были родные, это уже была уступка такая, очень, которой воспользовались. Этого же даже не было сделано. Оно же все осталось как Это, знаешь, до сих пор, то есть мы до такой степени, вот, ну, это так гнусно осознавать, до сих пор Верховная Рада Украины может сделать это в любой момент. Мы пошли на 8-й год оккупации. Это наша территория. Ну, как бы. Мы можем переименовать любой город по любому поводу.
Они не сделали это даже в рамках десоветизации. Там есть где-то 150 вот под декоммунизацию попадающих. Да? Всего 1200, примерно 1100 или 1300, а где-то 150-200, ну прям прямых таких, ленинских вот этих, да, которым можно просто вернуть сразу крымско-татарские названия, и это будет на карте выглядеть совсем уже хотя бы даже 150 по-другому. Да? Уже крымские татары начнут там названия рисовать везде, там, понимаешь, ну и так рисуют. Ну, просто от государства было бы такой моральной поддержку. Если мы Смотри, если мы троллим, допустим, вот видела, в СБУ повесила плакаты «Крымская Украина» там перед посольствами, да? Ну а почему же не потроллить? На как? Вот на картах Гугла-то, американской компании. Почему же там-то? Почему же на картах-то не издать Украину? Почему же детям-то не показать? Даже тогда испугались, это был 15-й год, и до сих пор к этой теме не возвращаются. Не возвращаются к теме закона о коренных народов. Европарламент пишет, где закон о коренных народов? Ничего, не надо, не наше дело. Какая стратегия деоккупации Крыма? Знаешь, какую стратегию придумали? Я немножко выпал в осадок. Все, кто приехал в Крым, оккупанты, смогут остаться в Украине потом и легализоваться. Это идея Министерства по реинтеграции временно оккупированной территории. Ну, не все там совсем, не генералы там, допустим, какие-то, да, но вот такой мирный ветеран НКВД приехал, так сказать, свою пенсию доживать. Это же поэтому так и происходит. Я не помню, кому принадлежит фраза, я ее от Марины Ивановны Цветаевой знаю. Нераскаянное преступление длится. Непокаянный геноцид, он продолжается. Для меня это все болезненная история, потому что моя бабушка после войны уехала к сестре в Янгиюль. Янгиюль, это многим, я знала, как многим крымским татарам знакомо это название. Так вот, когда-то у бабушки сын был в тех объединениях, которые потом стали УПА. Старший, папин брат. Он был сильно старше, он уже был. Это отдельная абсолютная история рода. Так рассказывай, это же интересно. Ну, мы с тобой как-нибудь вот к 18 мая. Ну, ты пришла на крымско-татарский телеканал, мы можем до 18 мая. Ближе к 18 мая мы с тобой об этом поговорим. Здесь другая вот как бы именно точечная такая история, что моя бабушка, я после какого-то школьного урока, мне лет 7, я пришла домой, бабушка приезжала к нам редко, но приезжала там на 2 месяца, жила. Это мамина, папина? Нет, это папина мама, жена священника, расстрелянного в 1939 году, и которая, начиная там, с 1946 года, прожила долго, ну вот, граница Узбекистана и Казахстана, да? Ну, в ссылке. Давайте называть. В ссылке была ее сестра. Она сбежала к сестре, чтобы не отвечать за расстрелянного мужа и спасти дочку младшую. И затеряться, грубо говоря. Папа просто с ней не поехал. И потом мама заставила отца ее отыскать, потому что у отца был какой-то счет. А может быть, не счет. Может быть, действительно они так. Чтобы их сохранить, чтобы вот... Ну, это все... Времена страшные были. Это все горько и страшно. Дело не в этом. Я пришла из школы, и что-то там вот, я сказала, что крымские татары предатели. И бабушка моя, которая вообще в нашем доме вела себя очень, ну вот как-то смиренно. Вот она как будто бы продолжала каяться перед отцом. Там была кухня, кормить. И очень мало высказывалась. Бабушка лупанула меня по роже своей такой аккуратной ладошкой сухой. И тихо-тихо сказала, не говори о том, чего не знаешь. Бабушка умерла, когда мне было 14 лет. И вот в наследство от нее в последнее лето, когда она уже плохо себя чувствовала, но еще вот как бы мы проводили вместе, бабушка передала мне 5 молитв православных. Сказала, хватит с тебя. То есть я сказала, давай еще, я писала за ней. Говорит, этого хватит. И рассказала о том, как и на что приехали, как умирали крымские татары в депортации, как они становились на ноги вопреки всему. И с тех пор, вот с моих там 7 лет с этого удара, и уже с 14 крепко просто взятая информация от нее, просто расскажи. Для меня это очень
стала личной историей, потому что моя Лида, тетка любимая, то есть бабушкина дочка младшая, папина сестра, ну, судя по всему, босыми пятками пылила там же, где пылила мама Ахтама. То есть это где-то было... Ахтам оттуда, да? Они? Из Янгиюля, он родился в Янгиюле. Да. А, То есть точно, Ахтам из я когда-то, я говорю, где ты родился в Янгиюле? И у меня как кольнуло в сердце, потому что я ни от кого, кроме как от бабушки, вообще не слышала этого волшебного слова. Вот. Поэтому мне, Айдар, все это близко, больно. И я тебе скажу, у меня есть большое горе. У меня даже есть свидетель, что это было. В одну из поездок, когда в летних я всегда была в Крыму. Я на 3 недели уезжала, на 4 недели уезжала в Крым. У меня была тяжелая физическая работа. То есть мама приучила, что мы август проводим в Крыму, самые жаркие, самые знойные. И это были разные места. Это был Кострополь, самое мое любимое место. Вот. И это уже Алешка взрослый был. Я выплавывалась, я какой-то там продолжала заниматься. Ну, дети все время кого-то надо было возить. И в один из годов, и был это год какой-то там, ну, что-то, наверное, 8-й. Да, 8-й. Почему 8-й? Потому что Грузия. Абсолютно точно 8-й. У меня как-то сложилось, мы жили в Морском, в Капсихоре. Да, старое название Капсихор. И я написала такую вот поэму. Дети мои, Алеша ходил, снимал очень пожилых людей, которые помнили депортацию. Они записывали какие-то интервью. Ну, то есть интересные там всякие вещи были. И я написала поэму. И представь себе, она сдохла, умерла вместе с компьютером на жестком диске. У меня остались какие-то обрывки. Но ее слышала моя мама, ее слышала когда-то, я ее прочитала Ахтему. То есть она была. И я надеюсь, что, может быть, я помню какие-то совершенные обрывки. И самое главное, я ее никому не отправила. Знаешь, вот как бы... Ну, попытайся, собери. Ты же актриса, у тебя же тексты должны где-то отпечатываться. Вот здесь может вот быть, где-то. меня кто-то... Так «Чужое» помню, понимаешь? Да, Ты меня «Чужой» спроси помнишь, да. поэму про Ленина, которую Да. я учила в 7 лет. Я тебе ее сейчас прочитаю. А это же закарбовано. А тут, я думаю, может быть, есть какой-то хороший психиатр, который ведет меня в гипноз, и я как бы... А давайте обратимся к зрителям ЭТР. восстановлю. Да, может сказать, действительно есть какой-то гипноз, который Но я может тебе помочь скажу, вспомнить. что я помню. Вера чужой. Бывает? Бывает? Сейчас. Вера чужой бывает? Бывает ли боль чужой? Что же тогда называют Богом и что душой? Зачем же дарованы людям от века нежность и страсть? Чем же тогда мы любим племени, не спросясь? Вот я помню такой кусочек из этого. Тоже набрехала что-то, там как-то лучше было. Но вот это вот то, что у меня осталось там, не из промежуточных обрывков. Вот. История, конечно, которую можно слушать бесконечно. Но я тебе хочу сказать, что скажи мне, почему мы живем в 2021 году? У нас 8-й год оккупации и войны. У нас вроде как власти пришли люди, которые, ну там, по крайней мере, почти все не служили на Януковича, да, там не способствовали русской оккупации Крыма. Там таких уж прям прямых предателей вроде как и нету, да. Почему нет вот то, о чем ты сейчас прочитал, вот это чувство чужого горя? Почему вот почему им в свое время бабушки или хотя бы жизнь, там, жизненный опыт не дали вот кулачком по лицу и не сказали: посмотрите на этот народ, как вы можете его притеснять, как вы можете лишать его голоса, как вы можете объяснить этому народу в Крыму, что у него не должно быть телеканала, потому что какой-то чиновник решил, что у нас не должно быть, по мотивам, которые, мне кажется, очень близки не к украинским мотивам, вот так я скажу, потому что я не вижу, кому мы тут мешаем. Айдар, я возражу сразу от, базисных вещей, которые ты сказал. Ты говоришь, что у нас 8 лет оккупации. Что, я ошибся? А у меня еще...
у меня ощущение, что она не прекращалась. Ты мне подскажешь, когда были эти выборы 27 марта? Это какой год был, когда крымские татары вышли? Выборы в Крыму. Год 98-й? Я же не жил в Крыму. Ну, это было такое знаковое событие, это как бы в Украине, когда... Это было чудовищно, когда до Джанкоя стояло оцепление, я его видел. Мы приехали играть в спектакль, мы заканчивали гастроли. Вот у нас был тур по Украине, и мой маленький Алеша, который ровесник независимости, он тогда был с автоматом, он ехал с нами, потому что в школе был карантин какой-то. И он ездил с нами, и вдруг мы приезжаем, а стоял... Он же знает, что человек с автоматом, это же типа хороший. А тут я говорю, нет, вон хорошие идут по улицам. Вот эти хорошие, вот эти с открытыми лицами, с пустыми руками. А вот это против них. Это так пытались... Но из нас это так врагов лепили Украина всегда, реагировала на крымских татар. И я реально из гостиницы, из окна говорила своему маленькому сыну, тогда ему было... Еще не было 7 лет. Я ему говорила, что вот... Познакомь меня с сыном, то я не знаком. Ну, я думаю, что вы познакомитесь с прецедентом. Вот если бы пришел на эвакуацию, то и познакомились бы. Не ругай меня. Он один из операторов, ну, собственно, проекта. И я к чему говорю? Оккупация мозгов, совести, она же, ну, как бы, она же не прекращалась. Ну, казалось, после Майдана, после такой, знаешь, Вот. после крови. Мне кажется, что вот для Украины как раз вот последние 8 лет и есть, ну, 7 начался 8-й год, это как раз и есть освобождение от оккупации внутреннее. А вот Крым для меня — это вина Украины. И мне кажется, что поведи Украина себя с Крымом иначе, то не было бы и этого. Да если бы, как тогда сказал Черновол, он же есть его знаменитое выступление в Верховной Раде 91-го, что ли, года, где он вообще сказал уже тогда, мы Крым сохраним только если мы будем поддерживать крымских татар. Ну, его никто не услышал, и до сих пор... Ну, потому что депортированный народ и депортированный народ, ну, как-то лучше друг друга Почему-то понимают. он понимал, что вот эти не братья рядом, которые пошли там водку бухать с спецназом русским, а мы почему-то до сих пор в глазах некоторых чиновников опасность. Ты можешь себе представить, мне просто рассказывают их разговоры некоторые друг с другом. Вот сейчас это происходит. Они говорят, крымским татарам нельзя доверять, они опасны. Знаешь, как очень тоже такие из наблюдений, это там же в Морском, я терпеть не могу эти измененное название, но мы идем с моей подругой, со Светой Орличенко, мы отдыхали тогда. Мы умеем отдыхать, так что умели отдыхать, так что, ну, надоели друг другу, разошлись. Вот. И мы идем просто на рынок. Он говорит, а что так видно? Вот смотри. Русский двор. Катастрофа. Украинский двор. Ну так, типа, все есть, но некрасиво. Крымско-татарский двор. Все есть. Дорого далось. Красиво. Дорого далось. Красиво, все устроено на малой площади максимально. И дети. И, ну, вот как-то все сразу видно. Он говорит, что так видно все. А русский дом — это просто полуразрушенный крымско-татарский дом. У него бабушка, когда приехала, Катя. И в суд подавать на крымских татар, что они открыли ресторан, и через нее летают птицы и гадят. Нет, я не шутку сейчас рассказала. Да, слушай, таких я дел. Я сейчас сказала не шутку. Вот. У нас тут в Киеве хотели, тут есть такая группа антикрымско-татарских троллей, которая, на мой взгляд, десантирована ФСБшниками сюда. И вот они здесь, в Украине, работают против нас, продолжают работать против нас, как будто ничего не было. В году в 2000 еще был один ресторан «Мусафир» на Саксаганского 57, первый их ресторан был. Они писали посты под псевдонимами в Фейсбуке и грозились, и, может быть, даже пытались куда-то под кляу записали за то, что крымские татары посмели сделать такую около входа веранду на 3 маленьких столика. Они писали, как в Крыму и в Киеве теперь захватывают землю. Это был 2016. Отлично. Но я же помню еще и то, что если нужно поставить
по всей Украине тогда это делалось, поставить крест на холме, то обязательно его надо поставить на крымско-татарском кладбище. Ну, это там специально делали. Там вот это Вот русское просто казачество... его, вот это больше всё. негде его поставить, гор же мало. Это была целая программа. И это по было, издевательствам, и самое главное, ну как парни это отбивали, то просто им поклониться в ноги. Я православная христианка, то есть, Есть понимаешь? понятие достоинства. Но причем только, тут, да. но только нельзя дома строить из надгробных могил и ступеньки делать. Нельзя. Это же кто-то делал, и кто-то продолжает жить. Я даже, И даже дедушка знаю, не кто покаялся. это. И внуку не сказал, откопай, отнеси. Эти люди, которые всю жизнь рассказывали украинцам, что они братья, а потом настал такой момент, когда выяснилось, что, мягко говоря, нет. Понимаешь, мне кажется, люди-братья все. Но только если у них общее представление о совести и о достоинстве. И уважение к другому. Россиянин — это про другое, это не про нацию, это про разврат моральный. Это про то, когда ты понимаешь, что тебе можно все делать с другими, если у тебя есть танк. Ну, грубо говоря, так. Да? Это стертость Мне морали. очень горько, понимаешь, у меня, ну, я думаю, что у тебя больше, но у меня много друзей, которые просто, ну вот. Я тебе так и со стороной пишу. Страна предателей. Я жил там 43 года. Ну, ты можешь представить, сколько у журналистов моего уровня там знакомых, да? И сколько людей, которым я помогал, потому что я всем всегда помогаю при первом зове, там, в любое дня и ночи, с чем только могу. Вот я, ну, не знаю, там, я мог там перевернуть там весь этот мир, там, найти самолет для больного ребенка или за 3 дня собрать там на операцию в Швейцарии внутриутробную кому-то, там, еще кому-то. Так вот, никто из этих людей мне ни разу не перезвонил сюда. Никто из тех, не то что знакомых, полузнакомых. У меня со всех, с кем я общался, осталось, вот, если бы не без шуток, вот 5 человек. И это все не публичные люди. Потому что все публичные люди оказались людьми публичного дома. То есть вот просто как выгодно, так и... Вот скажи мне, это что это? А у меня же не дно общества, как бы, да, вот знакомые. Ну, да. Это же не меня не зэки Миры. какие-то там, да? Миры. А это типа богема, типа там элита, интеллигенция. Но если такая интеллигенция, что можно говорить? Ну, интеллигенция — это концентрированные как бы средства общества. Я ничего тебе не могу сказать, потому что было советское время, и я его помню. И, наверное, мои родители как-то жили. Ну, все мы как-то приспосабливались к советскому времени, Понимаешь? это правда. Вот о чем я говорю. Поэтому я очень боюсь кого-либо судить. Я сама так дрожу над семьей, что... Катя, раньше страшно было, реально. Что сейчас им от послания в мессенджере... Но я хочу тебе сказать одну вещь, извини. Да. Очень тонкая, умная, продвинутая, просто очень взрослая женщина, но старше Анды. Пожизненный друг. То есть, ну вот, я задолго всю до жизнь меня, дружит. задолго до меня. И самое главное, что это человек, который в свое время спасал копии Саят Нова. И она перевозила их, она их спасала. Вот цвет граната Параджановский. Он уже сидел, и она ну, как бы она их перевозила. Она была женой генерала МВД. Вот. То есть настолько безбашенная, да, в 70-е годы, вот такая тетка. Наверное, это был где-то октябрь. Я не скажу, что это был март 14-го, но это был где-то октябрь. И она позвонила. Ну, абсолютно продвинутый человек. Ну, вот вообще, ну, как бы, свободная всегда от слова абсолютно. Очень крепко самодисциплинированная, потому что завуч школы, одной из лучших питерских школ. Я так понимаю, что аристократка там в прошлом, ну, как бы там репрессированные какие-то, но она об этом не говорила, но это чувствовалось просто, потому что бабушкой воспитана. Да. Это американцы сталкивают нас. И я вижу... Бедная мама твоя, то есть, и у мамы... И как-то, понимаешь, мы перестали звонить для того, чтобы их не компрометировать.
Ну, понимаешь, мы же как-то отвалили в правый сектор почти сразу. Ну, его в баню кому-то звонить после этого, понимаешь? Ну, то есть, Ну, история обычная, на зачем самом людей, деле. ну, зачем эти звонки делать? Да и вам понимаешь? никто не звонил, давайте Вот. честно скажем. Нет, звонили. Женя Симонова звонила. Лена Коренева звонила. Джига покойный звонил. Нигде сейчас они. Понимаешь? То есть другое дело, что это не как раз это были люди, с которыми мы не были в близком общении. Именно они сами рванулись. И именно в 14 году. Так вот, я тебе хочу сказать, все, кто тогда вот так вот повел себя, ну, то есть немного, я же тебе говорю, мы никого не провоцировали на это. Никого не призывали к пониманию. К пониманию чего? Ну, ты 14-й год, вот ты вспомни, что это такое, когда мозги не адаптируются к тому, что происходит. Когда, ну, вообще все, меня, ты неадекватен, потому что ты, не будучи на войне, ты в ПТСР, потому что, ну, ты не можешь принять, что происходит, и что это не закончится через 3 дня. Конечно же, никто не думал, что это будет все так бесконечно долго, и все по накату, все только, ну, обрастает. Так вот, никто никого не провоцировал, но тем не менее, сейчас начинают звонить. Вот сейчас. Я говорю о последних 3-4 месяцах. Ну, хорошо. Значит, вот совесть есть, тоже неплохо, хотя это уже ничего не значит, в принципе, эта страна Звонить, изменилась. передавать приветы, все в порядке. Ну, хотя бы в личном плане, да. Да. Как мама? Мама вот сейчас собирается уехать во Львов на шевченковские чтения. Вместе с Ахтем Шевкетовичем Сейтаблаевым. Понятно. Привет ей передавай большой. Ну, я думаю, что я ее не застану дома. Может быть, Анна Николаевна Рогус нас видит, тогда я привет передаю. Мы передадим привет, может, так там передаст ей привет, и ему тоже. Еще что хотел сказать. У меня есть грех, причем совсем недавний, который я хочу быстро замолить. В трансрелигиозном и светском смысле этого слова. Я не попал на премьеру проекта «Эвакуация», которому причастен сын Кати Степаковой, Алексей. Ну и наши общие друзья. Наши общие друзья Наташа Хазан и Женя Титаренко. Я публично вот у Жени точно прошу прощения, у Жени тоже. У Наташи прошу прощения за то, что я не пришел. Просто так получилось, я не смог. Но я хочу, чтобы, пользуясь случаем, я сейчас немножко реабилитируюсь. Расскажи, пожалуйста, про проект. Я такой странный, как бы в данном случае, политинформатор. Ну расскажи, скажи мне. Мне этот проект очень дорог, потому что на глазах он родился. Мы с Наташей много чего обсуждаем. И, конечно же, это Женина тема. Евгений Титаренко, режиссер, ветеран, госпитальер. Это человек, который снимал такие съемки с фронта. Да. Просто, да. Это человек, который снял кино «War for Peace», которое в свое время Манский отобрал на фестиваль, и в результате они стали антигероем недели в Москве, потому что апология правого сектора, все дела, кино так и не дали показать. Но в музее АТО в Днепре созданным как раз ими же. Уникальный фильм на формате 360 градусов, куда все, кому нужно было объяснить что-то об этой войне. Я это видел. Да, дело даже не в том, понимаешь, мы это видели, мы это знаем, но дело в том, что тем, кому нельзя было объяснить, стереофильм, ты сидишься посреди. Туда приводили, и люди начинали понимать. И вокруг тебя все это время вращается, и на английском они сделали в том числе. Это фильм «Эвакуация» о системе эвакуации с фронта бойцов, которой не существовало. Во-первых, не существовало фильмов об эвакуации, не существовало самой эвакуации как таковой. И все это делали очень неленивые люди. Это не важно, были они чиновниками или советниками чиновников,
или это были волонтеры или сами бойцы, дело не в этом. Дело в том, что даже будучи чиновником, ты можешь делать, можешь не делать. Это правда, да. Эта история с СТР это очень хорошо показывает. Особенно Да. в нашей стране ты можешь иногда тебе спокойнее не делать для того, чтобы остаться на своем месте. Да. То есть тут есть такие вещи. В данном случае речь идет о том, как боец с нуля попадает, как его пытаются стабилизировать и довести до госпиталя, что делается в госпитале и куда он летит дальше, если ему нужна дальнейшая помощь. Летит или едет на машине, или едет Интерсити. Все это создавалось в 2014-2015 году. И вот на это, да, Женя, когда он был госпитальером, 55 минут у них занимало время от нуля до привоза в госпиталь это много бойца. все-таки, да? 50, нет, ну это, по тем дорогам, временам это было чудо, да. Это же с нуля надо было выехать, это же еще человека. У него как минимум автомат надо забрать, если он припомнит. Ну, там много сложностей есть. Вот. И Женя сделал вот формат 55 минут именно как бы эти символические 55 минут эвакуации. Это впервые рассказано о вот это достояние, болезненное достояние последних 8 лет нашей страны, что это у нас есть. Это уже обрастает, богатеет, развивается. Но делали это конкретные люди. И для меня бесценно, что есть медики, которые пошли добровольцами на войну, и которые до сих пор там. Как ушли, так и работают. Да. Служат, точнее. Они уже, кто-то подписал контракт, кто-то не подписал контракт. И вот есть Анна Корницкая. Те, кто знают, знают. ОСАП «Небо». Она там всегда. Она там сейчас. Она не приехала на премьеру фильма, потому что она не могла уехать. И ее участие в фильме, потому что ребята заехали в Пески, сидели там в подвале, потому что что-то там накрывало. И они записали с ней интервью с человеком, который вот именно на нуле. Женя про это все знает, потому что вот там был в 2014-2015 среди госпитальеров, а она продолжает там быть. И, все 7 лет. И бесценные слова она говорит в конце фильма. Она говорит, нужно просто, чтобы большее количество людей, ну я так приблизительно, может быть, перевру немножко, поняли, что Украина не заканчивается, когда ты выходишь, переступаешь через порог своего дома. Вот она тут не заканчивается, что она продолжается, что она не только у тебя на кухне. К этому приучали колонизаторы все века, знаешь, не выходи из дома. Ну, кухни. Кухни 60-х, 70-х, 80-х. Не будь ни с кем солидарен. Да. Вот такое большое дело сделали ребята. И, класс. А где будет показано? Где сейчас идет в кинотеатр? Здесь? Я тебе информации не скажу. Я все-таки была неделя показа мне на Наташа планете написала, кино. Что, как будет дальше? Ну, ты же понимаешь, как у нас в документальном кино никому не выгодно заниматься промо. Ну, вот. Никому не выгодно, но я значит, надеюсь, будем мы что Наташа заниматься. это не оставит. Нет, у нее все. И будет, это кино будет жить. Можно посмотреть. Наталья мне просто, я сейчас боюсь потерять в комментариях, написала, где еще может идти фильм. Вот, зайдите на страницу Натальи Хазан. Вот, фильм Евгения Титаренко «Эвакуация». Да, это стоит посмотреть. Вообще, у них фильмы, конечно, с ума сойти можно. И если вы в Днепре были и не были в музее АТО, то да, вы не были в Днепре, пожалуйста. Однозначно. Потому что это просто там... Ну, я даже говорить не буду. Там, знаешь, там и вот это кино они сделали. Ты тоже вот закопаться хотел. Ну, конечно. Я в какой-то момент села. Ну, конечно. А потом, когда выходишь, и меня накрыло, знаешь где? Уже после просмотра фильма я вышел, и там письма ребеночка, школьницы, которое она написала отцу, которого убили. Там есть письмо такое, на бумажечке написано, есть 8 лет. И вот, когда я это видел, моя дочери, по-моему, тоже было что-то такое. Я посмотрел, и, конечно, да. Да, это кино еще честное. Почему? Потому что в группе
Женя Доброволец и 3 ребят, его помощник, звукорежиссер и администратор их, это все ребята, туда это ребята другие не поедут. 14 года. Туда другие не поедут. Мой малой не служил, вот, но он тоже с 14-го ездил, Да, правда, но вот он был с ними. Я, кстати, впервые столкнулся с госпитальерами как службой. Мы приехали, ну не буду сейчас уже говорить, в какую часть и какой это год был, потому что, боюсь перепутать, я делал такое. И там погиб хлопец из разведки. Я увидел, как они приехали на 2 машинах. Вот, и просто надпись была «Госпитальеры». Я, ну, как-то они свое дело делают, значит, так вот, молча, тихо. Иногда весело, они же там замолаживают иногда людей. Веселят, чтоб разговаривали. Ну, вот так. Ну, там веселить уже было некого. Они забрали просто тело. У них это, ну, они очень много спасали людей, поэтому это страшно. А фильм этот за границей надо показывать же, да? Они же будут это все делать. Ну, я надеюсь, Наташа не оставит это лежать на полке. Почему? Потому что, ну, людей надо будить, их надо напоминать о том, что, ну, не все. Знаешь, На пороге дома Украины. Иногда человеку действительно нужно, даже хорошему человеку, не так вот по щекам немножко дать. Вот, да. Любого. И даже иногда самому себе. Это было бы идеально. Иногда себе надо сказать: окстись, приди в себя. Почему? Потому что такими работами, ну, как бы мы все зарабатываем право просто зарабатывать деньги или делать что-то красивое, или делать что-то там полезное. Вот, а еще я недавно был, да, во-первых, Наташа, Женя, я обещаю, в любой там промо, куда что нужно, и у меня в посольствах друзья есть разные, ну вообще, кто что угодно, я всегда с вами рядом, простите, что не пришел, я сам очень расстроен. Вот, во-вторых, я хочу сказать, что я был недавно на спектакле, который, да, которым играет Катя Степанкова, Ахтем Сейтаблаев. Лариса Как Лариса? Лариса Руснак, народная артистка Украины. Народная артистка Украины, я просто лично не знаю. Вот, прекрасная актриса. Вот, спектакль называется «Бельведер». Пьеса написана 30 лет назад. Да, но хоть вот просто такое впечатление, что это актуальное искусство. Просто вообще все, вот оно, искусство, оно этим и отличается от жизни, что, да, что оно похоже на жизнь. Короче, заболтался. Я рад, что ты пришла. Спасибо большое. Вот, всем привет, маме привет. Вот, телеканал АТР любит Анну Николаевну Роговцу. Я знаю, что нас любит и поддерживает всегда. Ну, следующий повод как раз будет фильм, который мы собираемся сейчас выпустить, над которым Наташа и Женя тоже работали. Как пока помолчим, но фильм будет совершенно своеобразный. Но это уже будет связано, да, с Анной Николаевной. С Анной Николаевной, с поездками на фронт. Это будет художественно-документальный фильм. Документально-публицистический. Вообще. Какие у нас гости вообще. Ну, люди, связанные с нашим телеканалом, лучшие люди Украины определенно. Вот, одна Самое из этих... главное, чтобы жил телеканал. Спасибо. Мы будем биться до конца за него. Дай вам Бог стойкости, выдержки. И никуда вы не денетесь. Мы должны всех их пережить. Однозначно. Вот. И вернуться в Крым, и я знаю, куда я вас всех позову. Вот. И Наташу, и Женю, и Анну Николаевну. Знаешь, я когда-то Ахтема спросила: а ты играл в Донецке? Он говорит: нет. Я говорю: в Луганске нет. Ну, поэтому у нас 2 тоста. Один сыграть, а другой выпить. Мы должны прощаться. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживаете канал АТР подписками на наши страницы. Спасибо особенно тем, кто присылает нам помощь материальную, за счет чего мы, собственно, сейчас и можем вещать, переводит деньги на карточки, или же, что вообще было бы прекрасно, подписывается на наш Patreon, где можно просто регулярную поддержку посильную оказывать каналу, который вам нужен, если он вам нужен. Я знаю, что он очень многим у нас нужен, особенно в оккупированном Крыму. Я это вижу по просмотрам даже Ютуба и по разным таким показателям, которые говорят о том, что мы очень нужны. Вот. Мы только благодаря вам существуем, наши зрители, наш прекрасный народ, наши крымские татары и наши украинские патриоты в Крыму. Всего доброго, спасибо вам за внимание, спасибо за поддержку всем. До встречи завтра на марафоне САИ-ВТР. Голос Крыма. Майя будет в эфире.
7 ел эвелсі февральнан 27-сіне кечер кечесі Русия арбелері Қырымнан Назирлер Шурасы ве парламент бинасына запт етіп, Русия байрақларына көтерді. Шукона невбеттен тыш сессияда Анатолий Могилев истифаға йолланылып, оның еріне Русское единство рекетінен йол башысы Сергей Аксенов баш назир оларақ тайынленді. Майысынан 25-не сейшгалжелер Қырымнан мұстақылыға аққында референдум тайынлеген еді. На внеочередном пленарном заседании мы приняли решение о проведении 25 мая Всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений. Қанунсыз тізілген акимиетті ұзаман айтқанларына көре Киевдекі акимиетті қанунсыз тізілген Қырымда есе өз тақдирына өзлері белгілемеге істейкенлер. Ишғалжелер незаретінде олған үкіметінің бірінші топлашуында Аксенов Владимир Путинге ярдым сұрап мұражат еткенін білдірді. Референдум өткерілу күніне есе мартның 30-на кечірділер. Я принял решение обратиться за помощью к Владимиру Владимировичу Путину с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Автономной Республики Крым. Мартның 2-сінде Путин Федерациялар Шурасындан Украина территориясында Русия ордусына құлланмақ үшін разылы қала. Русия арбелері есе да февральнан 27-сінден Қырымны өз незаретіне алған еді. Путин дүния үшін бір темаша көстере. Тек апрель айында Қырымдаки арби инсанлар Русия арбелері олғанны таныды. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. Они действовали очень корректно, но, как я уже сказал, решительно и профессионально. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Біраздан қанунсыз референдум өткерілу күні мартның 16-сына кешірілді. Екі суал шығарылды. Қырым Русия еркеніне қошылмасы ве айры статус олмасы. Ама олғаны кібі қалмасы суалы жоқ еді. Референдум есе көз бояма кешірілді. Қырым сакинлерінің %97-сі келіп, Русия еле бірлешме кечін рейбергенні илан еттілер. АТР телеканалы есе сөзді референдум сақты олғанны бұтын дүнияға көстерді. Сколько вы нам по цифрам? Количество. Вы же каждые 2 часа считаете, сколько людей уже есть? Больше 50%. Это сколько человек? Ну, больше 50. Сколько у вас на участке зарегистрировано? 1800. Больше половины? Да. Ну, мы точно прям количество не можем сказать приблизительно, потому что мы только 8 будем подсчитывать. Ну, меньше половины. Ну, столько вот здесь. На 6 часов, Ларис. Сейчас. Сколько было на 6 часов примерно? Ну, процентов 20, вот так, 30 где-то, да? Нет, больше. Ну, может, да, чуть больше, но меньше половины намного пришло голосовать людей. Угу. Кто из вас неправду говорит? Теперь давайте расскажите, кто говорит неправду, как председатель. Без комментариев, я же сказала. О вақыт АТР телеканалының мұхбері үш фарқлы сайлау бөлігіне барып, бюллетень алып, арей бермеге имкан oldu. Вот там образец заявления. Значит, пишите все то же самое, только, ну, естественно, свою фамилию, имя, отчество. И когда доходите вот сюда до улицы, я вам скажу, как правильно написать, потому что у нас же здесь зарегистрирован другой адрес. А я сейчас пока вас вношу в список. Қырым татарлар бұл сақты референдумны танымады ве бойкот етті. О том, что в условиях, когда на улицах войска, в условиях, когда полная правовая вакханалия, объявление хоть какого референдума, а также в отсутствии законодательства, это является действием дальнейшей дестабилизации ситуации в Крыму. Мартның 18-інде Путин, Аксенов, Константинов Вечалы, Санкедерсін Қырым ве Ақияр, Русия еркеніне кіргені аққында аңлашмай имзалады. Белі олғанна көре жинайет Ақияр атмай. Мартның 27-сінде Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясы ярмадада Русия кечерген референдумның іч бір күші олмағанны акс еткен қарар қабыл етті. Бұл сақты референдум esasında Қырым статусы деңіштірілмесі қанунсыз оларақ танылды. Шымды де дүния жематчылығы Қырымны Украинаның айырылмас қысмы оларақ, Русияны есе ишгалчы девлет оларақ таны.
Қырым платформасы этрafында бутун дуньяны бірлештіреміз. Украина президенті Владимир Зеленский өз Twitter сайфесінде қайда еткеніне көре, акимиет ишғал етілген ярмада Украина әркеніне қайтарылмасы үшін қолындан келгеніне япа деді. Русия Қырымда кешірген референдумны қанунсыз ве фейк деп адландырды. 7 років тому Росія влаштувала фейковий референдум у Криму. Україна вперше після незаконної анексії підготувала стратегію деокупації та реінтеграції півострова. Ми об'єднуємо світ на базі Кримської платформи, щоб повернути Україні українське. Крим – це Україна. Украина Словенияны Қырым платформасына қошылмаға чағырды. Бұны Украина тыш ішлері назирі Дмитро Кулеба Словениялы зенадашы Анже Логарали Киевде көрішкені вақыт айтты. Кулебаның сөздеріне көре Украина Хавсызлық ве Мудафа Шурасынан Қырым ишгалден азат етілу стратегиясы екі сияси блоктан ибарет. Ички ве халқара. Қырым платформасы есе бұл стратегияның esas элементі деді. Безумовно, ключовою ініціативою є запуск Кримської платформи. 7 років після початку незаконної окупації Криму Російської Федерації, після всіх тих системних порушень прав людини, які вчинила Росія на окупованих територіях, це не лише політично і юридично, але і морально правильно підтримати Кримську платформу. І та нервова, а місцями навіть історична реакція на Кримську платформу, яку ми чуємо з Росії, підтверджує, що ми на правильному шляху. Крим був, є і буде Україна. Қырымны ве Украин сияси мабуслеріні азат етмек. Бөле чағыруынен Америка Бірлешкен Девлетлерінің Девлет кәтебі Энтони Блинкен чықышта болынды. Қанунсыз референдумнан 7-ші еллығында Киевдеки АБД-нан елчілігі өз Twitter сайфесінде Девлет кәтебінің бейнатыны дерчетті. Блинкен қайда еткеніне көре, Америка Бірлешкен Девлетлері ичбір вақыт Қырымнан Русия тарафындан ишғалыны танымас. Через 7 років після бутафорського референдуму захоплення Криму Росією досі є незаконним. США не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну окупацію Криму Росією. Крим – це Україна. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити українських всіх політв'язнів, яких вона незаконно утримує, і повернути Україні повний контроль над півостровом. Русияның тышышлері назерлігінде Украинада тешкіл етілген Қырым платформасына Русияге қаршы тежауыз деп адландырдылар. Назерлікнің спикері Мария Захарова платформаға қошылacak мемлекетлеріні атта қорқызмаға тұрышты. Санки Дерсін иштиракны Русияге низбеттен душманжа мунасибет ве Русия топрақ бұтылнігіне қасты оларақ таныйжақ екенлер. Қайта Украинада рус тілінде лаф еткенлерінің ақлары бозула деп айта. Қырым платформасыны халқара ұқуған аурумет косты Рөлмегені кібі таный. Украина тышышлерін әзірлігінде қайдеткенлеріне көре, Русияде олған яйғара, Украина доғры йолда олғанны аксете. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики. Злодій не набуває законного права власності на викрадену їм річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не належать Крим і Севастополь. Тарлыға алып чықып, аты польдырмеге шандырғанлар. Сияси мабус Раим Айвазов Русияның Женеберби махкемесінде оны ФСБ хадимлері насыл қинап, азапларға чектіргенін айты берді. Ростовта сөзді екінші Ахмеджет группасынан терроризм давасы бақылы башланды. Айвазов бұл дава іштиракшілерінден бірідір. Ишгалжілер оны 2019 сенесі апрелінің 17-сіне кечергежесі Қырымның мемори сыңғырында тұтқан еді. Оны арабаға отыртып белі олмаған тарафқа алып кеткенлер. Айлесі 12 саат девамында онен бағланып оламады. ФСБ хадимлері есе бұл вақыт Раимны чекіштіріп мартынан 27-сінде кечірілген Кутлеви полис тарамалары нәтижесінде тұтылған 25 Қырым татар мабусіне қаршы танықлық бермеге мәжбүр еткен. Вывезли меня в поле, где имитировали расстрел, то есть они угрожали убийством, расправой меня, кричали, что никто меня не найдет. То есть если я не буду давать показания на остальных участников этого уголовного дела. После чего доставили меня в отделение ФСБ, где давили на меня морально, психически, даже было и моментами физическое давление создавали. После чего в присутствии адвоката
Глушко Олега Владимировича – это человек, который, так сказать, навел очень много страха в тот день. Можно сказать, под его руководством я начал клеветать других участников этого уголовного дела под давлением, страхом. После чего я, естественно, когда я пришел в себя, я изменил показания, то есть сказал так, как это было на самом деле. Allah razı olsun. Hepiniz bütün cemaate bizi kaldırmadınız. Korandalarımızı kol tutas, bizim işlerimizi kol tutas. Allah razı olsun. Ve daha bir atacak lafım var idi cemaate. Kim de bugün öyle oylasa o çette durup onu demeyecekler. Sakın öyle oylamasın. Niye için degende ahir selenesi gösterdi bizim cemaate. Naz bu hükümet bizi istemiyor. Будава бойынша тутулган 25 инсанны ишгалчилер бешер инсан оларак группаларга болды. Бугон Ремзи Бекиров, Риза Изетов, Фарход Базаров, Раим Айвазов и Шабан Умеровнан давалары бақылы башланды. Фарход Базаров Қырым татар тілінде танықлық бері башлаганы үшін рус махкемежелері мабуслерінің эпосыны махкеме салонundan қувған. Дава оларсыз бақылы башланған. Комшуларынан Ачық Айдын век Кутлеви чақмасы, Ахмеджет районынан Шумхай, Заречная койынан сакинлері ФСБге видео мұражат азырлыған. Олар топрақ дамартыларындан магистраль yolu кечмесіне қаршы чыққан койдешлеріне шикайет ете. Yol құрылмасы үшін ишгалжилер акимиеті койынан меркесінде олған, онларжы евні йықмаға істей. Сакинлері се қаршы чықа чүнки ишгалжилер йықтырылажақ евлері үшін ивас төлежегіне инанмай. Қаршы олған кой сакинлері yolны койынан етрафында. Аянская суванбары яда Арби полигон янында құрылсын дейлер. ФСБге видео мұражат язғанлар құрыжылыққа қаршы чыққанларны хайын дейлер. Санкидерсін олар койде Русиге қаршы тешвиқат алы бара екен ве атты Америка изіні көргенлер. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны.